Создайте систему. Пусть ваше будущее развивается без усилий. Автор Кельвин У. Нейтон. Нас учат мечтать о великом, усердно работать и стремиться к будущему с неустанным рвением. Но вот в чем правда, которую большинство людей упускают из виду. Мечта без системы – это просто хаос в красивом костюме. Люди, которые добиваются выдающихся результатов, живут в достатке и занимаются значимыми делами, не достигают этого, работая больше. Они достигают этого, работая над правильными вещами в правильном порядке, в правильной системе. Эта книга о такой системе. Нас обманывают. Культура прославляет усердный труд. Она превозносит успех, который приходит в одночасье, и восхваляет тех, кто никогда не спит. Но настоящие победители не работают в поте лица. Они занимаются проектированием. Пока другие реагируют на жизнь, они действуют через системы, которые сами создали. Их результаты не случайны, они закономерны. Это не удача, это структура. Это не усердный труд, это согласованность. Если вы хотите, чтобы ваше будущее было богатым в финансовом, творческом или духовном плане, это не произойдет само собой. Это должно быть спланировано. Вы не создаете успех, вы его конструируете. И вы начинаете с создания систем, которые делают его неизбежным. Системы не холодные и не жесткие. Они – это контейнеры для вашей энергии, пути для достижения целей и рамки, которые защищают вас от выгорания. Они придают вашей жизни повторяющийся импульс, так что ваше будущее не зависит от того, как вы будете себя чувствовать завтра утром. Они создают свободу, а не ограничения. Когда ваши системы работают, ваш разум может сосредоточиться на том, что действительно важно. Видение, влияние, отношения, творчество, покой. Эта книга – ваш план, а не мотивационный толчок или временное решение, а настоящая основа для создания систем, которые соответствуют вашей миссии, автоматизируют ваш рост и помогут вам построить жизнь, в которой изобилие больше не будет целью. Это основа. Мы начнем с основ. Как создать систему, которая отражает вашу индивидуальность и ценности, а не чьи-то чужие. Затем мы рассмотрим, как автоматизировать рутинные задачи, упорядочить мысли, сформировать устойчивые привычки, измерять важные показатели и масштабировать результаты так, чтобы они соответствовали тому, кем вы хотите стать, а не просто тому, что вы хотите иметь. Цель не просто продуктивность. Это ясность, доверие к себе, свобода от хаоса. Вам придется потрудиться, но не для того, чтобы сделать больше, а для того, чтобы сделать лучше. Перестать распыляться на разные цели и начать инвестировать в структуру, потому что когда у вас будет система, ваше будущее перестанет быть неопределенным. Оно станет неизбежным. Некоторые попытаются обойтись без системы. Они будут искать короткие пути, хитрости, разовые прорывы и так и останутся на месте. Эта книга не для них. Она для тех, кто строит, для тихих революционеров, которые знают, что настоящая сила не в большой победе, а в создании механизма, который будет работать каждый день. Вам не нужна дополнительная мотивация, вам нужна система, которая не зависит от нее. Вам не нужно ставить новые цели. Вам нужна структура, которая обеспечит результат. Вам не нужно предсказывать будущее, вам нужно его строить. Итак, с этого мы и начнем. Сначала создайте систему, а потом постройте свое будущее. Чтобы узнать больше об электронной версии этой аудиокниги, посмотрите описание видео или посетите сайт audiobooksoffice.com. Глава 1. Изобилие начинается с архитектуры. Каждый небоскреб начинается одинаково, не со стали или стекла, а с чертежа, тщательно проработанного, продуманного плана, который определяет всю конструкцию еще до того, как будет заложена первая балка. Без него здание рухнет под тяжестью своих амбиций. То же самое и с вашей жизнью. Если вы стремитесь к изобилию, к цели, к будущему, которого у вас еще нет, то начните с архитектуры. Не с архитектуры зданий, а с архитектуры своих мыслей, систем и внутреннего устройства. Большинство людей строят свою жизнь наоборот. Они стремятся к результату. Деньги, статус, влияние, а потом пытаются создать распорядок или привычки, чтобы все это удержать. Но изобилие приходит не к тем, кто стремится к результату, а к тем, кто создает экосистемы.
Экосистему, в которой каждая часть вашей жизни основана на продуманном дизайне, где ваше время, энергия, внимание и ресурсы работают слаженно, а не противоречат друг другу. Ваша нынешняя жизнь – это уже система. Независимо от того, знаете вы об этом или нет, вы живете по определенному распорядку. Верите в определенные вещи и придерживаетесь определенных правил, которые и определяют ваш повседневный опыт. Если вам не нравятся результаты, то это не потому, что вы неудачник, а потому, что ваша система производит именно то, для чего она была создана. Хаотичный график, недостаток энергии, незавершенные цели. Все это не недостатки характера. Это недостатки системы. А недостатки системы можно исправить. Эта глава посвящена тому, как это сделать. Она начинается с осознания. Нужно понять, где ваша текущая система тратит время, энергию или работает против того видения, которое вы декларируете. Затем нужно перейти к целенаправленности, выбрать новые структуры, которые будут поддерживать то, кем вы становитесь, а не то, кем вы были. Изобилие – это не то, что вы находите, это то, с чем вы себя отождествляете. Чтобы достичь этого, нужно задавать правильные вопросы. Какой жизни я хочу каждый день? Какое эмоциональное состояние я хочу поддерживать? Какая работа наполняет меня энергией, а какие рутинные дела выматывают? Если ваша система не отвечает на эти вопросы, значит вы не строите, а импровизируете. Импровизация хороша в джазе, но не в построении жизни. Нельзя добиться долгосрочного успеха, просто импровизируя. Нужно остановиться, посмотреть на картину в целом и понять, что вас поддерживает, что помогает сосредоточиться, какие ритмы позволяют вам развиваться, не разрушаясь. Нужны повторяющиеся ритуалы, гибкие рамки и системы, которые не разваливаются, когда жизнь становится сложнее. Это и есть тихая гениальность хорошо продуманной системы. Она помогает, когда мотивация подводит. Она структурирует творческий процесс. Она позволяет вам быть на высоте, не борясь каждое утро с вредными привычками. Вам не нужно побеждать в битве с самим собой, если система построена правильно. Она помогает вам преодолевать трудности. Люди с дефицитным мышлением пытаются контролировать все вручную. Они держатся за все, управляют своей жизнью и в итоге выматываются. Но люди с мышлением изобилия не стремятся к контролю. Они стремятся к структуре. Не к жесткой удушающей структуре, а к продуманному дизайну, рамкам, которые освобождают пространство для важного. В изобилии вам не нужно больше стараться, вам нужно лучше планировать. Представьте свою жизнь как сад. Семена, которые вы сажаете, ваши намерения, ценности, идеи прорастут только в том случае, если для них будет благоприятная среда. Вы не можете заставить их расти, но вы можете создать систему, в которой рост будет естественным. Солнечный свет, вода, здоровая почва. Ваше время, энергия, окружение, архитектура вашей жизни определяют, будет ваш сад процветать или увядать. Это не просто теория, это очень практично. Для начала можно проанализировать архитектуру, в которой вы уже живете. Посмотрите на свое утро. Оно спланировано или хаотично. Посмотрите, как вы распоряжаетесь деньгами, стратегически или импульсивно. Посмотрите на свое рабочее место, цифровой мир, календарь. Все это структурные компоненты вашей системы. Каждый элемент можно изменить, чтобы он не был идеальным, а просто соответствовал своему назначению. Миф в том, что нужно менять все сразу, но разработчики систем знают правду. Маленькие детали приводят в движение большие механизмы. Одно изменение в распорядке дня может привести к десяткам улучшений. Переделав одну часть своей жизни, вы откроете в себе творческую энергию, о которой даже не подозревали. Одна перемена может освободить несколько часов в неделю. Так работают системы. Они складываются, масштабируются и освобождают. Начните с одного уголка своей системы. Очистите его, улучшите, систематизируйте. Может быть, это беспорядок в цифровом пространстве. Может быть, это ваш утренний распорядок. Может быть, это то, как вы управляете входящими задачами. Не стремитесь к сложности, стремитесь к последовательности. Создайте микросистему, которая работает каждый день, затем еще одну, затем еще. Вскоре вы не просто станете лучше, вы станете другим человеком, который не живет в хаосе, который строит свое будущее по частям. Вы архитектор своей жизни, независимо от того, осознаете вы это или нет. Вы можете строить случайно или намеренно. Вы можете продолжать реагировать на проблемы или создать систему, которая их предотвратит. Богатая жизнь не в бесконечном стремлении. Она в осознанном проектировании.
Архитектура, которую вы создаете сегодня, определит вашу жизнь завтра. Так что начните сейчас. Проектируйте с ясностью, стройте с уверенностью. Создайте систему, которая выдержит вес ваших мечтаний. В следующей главе мы начнем развенчивать один из величайших мифов современной жизни – идею о том, что усердие – единственный путь к успеху. Вы узнаете, что ритм, а не рутина – это настоящий двигатель устойчивого изобилия. Когда архитектура ясна, следующий шаг – сделать ее удобной, заряжающей энергией и человечной. Ваша система начинается здесь. И начинается она с проектирования. Глава 2. Миф о трудолюбии и силе ритма. Нас приучили верить, что единственный способ добиться успеха – это неустанно трудиться, вставать до рассвета, работать больше, чем другие, опережать их. Социальные сети прославляют образ неутомимого труженика, человека, который никогда не останавливается, жертвует сном, отношениями и здравым смыслом ради достижения своих целей. Но за этим гламурным образом скрывается более глубокая правда. Выгорание, непостоянство и часто сожаление. Абстрактное мышление не отвергает упорный труд, но переосмысливает его контекст. Оно не превозносит постоянное движение. Оно ценит стабильный ритм. Не все усилия равны. Есть огромная разница между активностью и эффективностью, между движением и импульсом. Ритм – это то, что превращает энергию в результат без провала. Миф о трудолюбии привлекателен, потому что дает ощущение контроля. Он говорит, что если вы будете больше стараться, больше работать, меньше спать, то добьетесь успеха быстрее. И возможно так и будет, но временно. Но трудолюбие – это грязное топливо. Оно создает временные всплески энергии, за которыми следуют долгие спады. Оно полагается на эмоциональные всплески, адреналин и кофеин, чтобы компенсировать отсутствие устойчивых систем. Ритм, напротив, чистое топливо. Он учитывает циклы энергии, творчества и восстановления. Ритм спрашивает, как мне создать что-то, что будет работать, даже когда я не в лучшей форме. Трудолюбие никогда не задает этот вопрос. Оно предполагает, что вы всегда будете на связи, всегда будете работать, всегда будете доступны. Но вы не машина и никогда ею не были. Даже машинам нужно обслуживание. Даже программное обеспечение нуждается в обновлении. Вам нужно время для отдыха, размышлений, перезарядки, не только для того, чтобы сделать больше, но и для того, чтобы сделать лучше. Ритм – это не лень, это стратегия. Это такой подход к работе, который позволяет вам продолжать создавать ценность, не жертвуя своим здоровьем, отношениями или душевным спокойствием. Настоящее изобилие невозможно без ритма, потому что изобилие – это долгая игра, а долгие игры – это система, а не спринт. Люди сопротивляются ритму, потому что поначалу кажется, что он медленнее. Спешка создает иллюзию скорости. Но ритм дает то, чего никогда не даст спешка. Это стабильность. Ритм позволяет вам быть последовательным, а последовательность приводит к результату. Человек, который работает в ритме и по плану в течение года, добьется большего, чем тот, кто торопится каждый раз. Потому что в построении будущего важно не то, как быстро вы можете двигаться в течение недели, а то, насколько стабильно вы можете развиваться с течением времени. Ритм позволяет добиваться прогресса, а спешка требует героических усилий. Посмотрите на любого выдающегося спортсмена, музыканта или успешного предпринимателя. Они не полагаются на слепую спешку. Они тренируются в ритме, отдыхают в ритме. Они действуют в структурированном потоке, который позволяет им максимально эффективно работать в течение времени, а не только в конкретный момент. У них есть периоды роста, периоды совершенствования и периоды отдыха. В их ритме есть мудрость. Дело не только в том, чтобы спешить. Дело в том, чтобы правильно распределять силы. Как же перейти от спешки к ритму? Во-первых, честно оцените цену спешки. Вы жертвуете долгосрочной ясностью ради краткосрочной интенсивности, вы постоянно устаете, но гордитесь этим. Вы ставите галочки, но не чувствуете прогресса. Затем посмотрите на свой календарь. Он составлен с учетом ваших естественных биоритмов или чужих ожиданий.
Начните с этого. Начните отслеживать не только то, что вы делаете, но и свои ощущения. Вы работаете, когда чувствуете себя бодрым? Вы отдыхаете, когда чувствуете себя истощенным? Если нет, то ваша система работает против вас, а не на вас. Ритм начинается с того, что вы настраиваете свою энергию на достижение целей. Вам не нужно работать по 8 часов в день, чтобы добиться успеха. Вам нужно всего 2-3 часа сосредоточенной работы, когда ваш мозг и тело синхронизированы, а системы, которые вы используете, устраняют все препятствия. Это и есть магия ритма. Она умножает ваши усилия, устраняя все лишнее. Она упрощает, совершенствует и позволяет отдыхать без чувства вины и действовать без паники. Переход от суеты к ритму часто требует отказа от старых привычек. Многие люди привыкли быть занятыми, потому что это дает им ощущение собственной значимости. Это придает им чувство собственной значимости. Но быть занятым и быть эффективным – это не одно и то же. Позитивное мышление не зависит от вашей деятельности. Оно знает, что ваша сила в том, что вы создаете, а не только в том, что вы делаете. И то, что вы создаете, будет долговечнее, если вы будете делать это в ритме. Когда вы начинаете жить в ритме, происходит нечто удивительное. Вы становитесь более внимательными. Суета рассеивает ваше внимание. Ритм помогает вам сосредоточиться. С помощью ритма вы начинаете чувствовать, когда у вас будет прилив энергии, а когда спад, вы планируете глубокую работу, когда ваш мозг свеж. Вы намеренно планируете перерывы. Вы перестаете извиняться за отдых, потому что понимаете, что отдых – это часть системы. Вы начинаете чувствовать, что контролируете ситуацию не потому, что делаете все, а потому, что делаете правильные вещи в правильное время в правильной последовательности. Это не значит, что вы делаете меньше, это значит, что вы делаете это более эффективно. Ритм не означает, что вы сидите сложа руки и позволяете жизни идти своим чередом. Это значит, что вы выбираете темп, который позволяет вам творить, сохранять здоровье и ясность ума. Это значит, что вы устанавливаете границы для своей энергии и защищаете свое внимание как самое ценное достояние. Потому что это так и есть. Ваша энергия – это ваш самый ценный ресурс. Ритм – это бюджет, который не даст вам обанкротиться. Когда вы создаете свою систему, заложите в нее ритм. Планируйте не только, что вы будете делать, но и когда и как будете восстанавливаться. Создайте ритм, который сможете поддерживать. Думайте циклами. Планируйте свою неделю так, чтобы в ней были и движения вперед, и отдых, и действия, и размышления. Сделайте ритм частью своей личности, а не только расписания. Потому что в конечном итоге суета может привлечь к вам внимание, а ритм даст вам свободу. А свобода – это то, что на самом деле означает изобилие. Свобода выбирать, творить, наслаждаться процессом, не сгорая на работе. Ритм – это то, что защищает вашу свободу. Это то, что не даст вашей системе рухнуть под собственным весом. В следующей главе мы начнем создавать план, исследуя ясность, потому что вы не сможете построить систему для будущего, которое не определили четко. Мы разберемся, чего вы хотите, почему это важно и как создать структуру, которая воплотит это видение в жизнь. Прежде чем строить машину, вы должны определить миссию. И эта миссия начинается с ясности. Глава 3. Определите ее, чтобы вы могли ее построить. Вы не сможете построить будущее, которое не определили. Это правда, которой большинство людей избегает, потому что определение требует ясности, а ясность требует замедления. Она требует выбирать то, что важно, а не то, что популярно, то, что лично для вас, а не то, что предписано. Слишком многие люди гонятся за чужими целями, делают карьеру ради статуса, копируют образ жизни с экранов, заимствуют мечты у тех, кто громче. Но чтобы построить по-настоящему работающую систему, поддерживающую ваше видение изобилия, нужно четко определить, чего вы хотите и почему это важно. Это не про то, чтобы ставить перед собой произвольные цели. Речь идет о том, чтобы определить, какой жизнью ты на самом деле хочешь жить. Ясность – это первый шаг к силе. Без нее даже самые лучшие системы рушатся из-за беспорядка. Ты можешь составлять идеальные расписания, устанавливать умные приложения и читать все книги о продуктивности, но если ты не определишься с целью, твой прогресс всегда будет казаться бессмысленным. Ты будешь усердно работать и чувствовать неудовлетворенность. Ты будешь ставить галочки, но не будешь знать, куда двигаться. Это не потому, что ты ленивый или у тебя что-то не получается. Это потому, что у тебя нет цели. Системы работают не на основе шума, а на основе цели.
Однако цель часто понимают неправильно. Люди думают, что это великое откровение, одномоментное божественное озарение. На самом деле цель – это результат внимания. Это происходит, когда ты уделяешь внимание тому, что тебя вдохновляет, тому, к чему ты возвращаешься даже после неудач, тому, о чем ты думаешь, когда никто не говорит тебе, что делать. Цель не кричит, она шепчет, и чтобы услышать ее, ты должен быть готов слушать. Вот где начинается настоящее построение системы. Не с приложениями, не с планировщиками, а с честным разговором с самим собой. Какую жизнь ты хочешь прожить? Что для тебя значит изобилие? Это творческая свобода, время, проведенное с семьей, возможность работать без финансовых проблем? Пока ты не определишься, ты не сможешь измерить свой прогресс. Ты не сможешь оптимизировать свои дни. Ты не сможешь построить систему для жизни, которую ты не можешь представить себе с ясностью. Определение цели не означает, что ты должен жестко себя ограничивать. Это значит, что ты должен структурировать свою жизнь, чтобы твоя энергия двигалась в нужном направлении. Ясность не ограничивает тебя, она освобождает тебя. Она дает тебе возможность сказать «нет» отвлекающим факторам, потому что у тебя наконец-то есть стандарт, с которым можно сравнивать возможности. Без ясности все кажется срочным. Когда у вас есть четкое видение, вы можете уверенно расставлять приоритеты. Вы можете сказать «нет» тому, что не соответствует вашим целям, не из страха, а из чувства собственного достоинства. Практический шаг здесь – сформулировать свое видение не в общих мотивационных терминах, а на реальном языке, который описывает вашу желаемую жизнь в деталях. Как выглядит ваш идеальный день? Чем вы занимаетесь? С какими людьми вы общаетесь? Какой у вас уровень энергии? Где вы живете? Какие проблемы вы решаете? Это не фантазия, это работа над проектом. И если вы не готовы к этой части, то любая система, которую вы пытаетесь создать, будет казаться вам пустой, неправильной или навязанной. Многие люди сопротивляются ясности, потому что она требует усилий. Если вы четко сформулируете, чего хотите, вы увидите разницу между тем, где вы находитесь сейчас, и тем, где вы хотите быть. Эта разница может вызывать дискомфорт. Но дискомфорт – это часть процесса. Это напряжение, которое помогает вам раскрыть свой потенциал. Примите это. Пусть ясность покажет вам, что важно. Пусть она подсветит то, что больше не заслуживает вашего внимания. Видение – это инструмент, который помогает направить вашу энергию на то, что действительно важно, и отбросить то, что просто доступно. Как только ваше видение станет ясным, все изменится. Принятие решений станет быстрее, отвлекающие факторы перестанут вас беспокоить. Ваш график начнет выстраиваться вокруг того, что для вас важнее всего. Вы перестанете гнаться за 10 вещами и начнете делать одну вещь хорошо. Люди, которые оказывают наибольшее влияние на мир, не пытаются делать все. Они просто четко формулируют свою миссию и выстраивают вокруг нее свою жизнь. Их системы соответствуют их видению, а не наоборот. Так что сформулируйте свое видение и сделайте его основой своей повседневной жизни. Это может означать, что вам нужно изменить свой распорядок дня, планирование недели или способ отслеживания своих успехов. Возможно, вам нужно отказаться от обязательств, которые не помогут вам в будущем. Возможно, вам нужно изменить рабочую обстановку, чтобы сосредоточиться или выделить время для отдыха. Конкретные действия будут отличаться, но принцип универсален. Четкое определение помогает выстроить систему, которая будет работать без сбоев. Так люди переходят от разрозненных амбиций к целенаправленным действиям. Они перестают пытаться контролировать все и начинают контролировать то, что действительно важно. Они не отказываются от усилий, а направляют их в нужное русло. Именно это дает четкое определение успеха. Это компас, и в мире бесконечных возможностей компас важнее карты. Не нужно определять всю свою жизнь за один присест. Начните с той главы, которую хотите написать. Будьте конкретны. Определите результат, но также определите и опыт. Не говорите, что хотите больше зарабатывать. Скажите, что хотите больше зарабатывать, занимаясь тем, что вам нравится и заряжает энергией. Не говорите, что хотите свободы. Скажите, что хотите иметь такой график, который позволит вам заниматься творчеством, полноценно отдыхать и проводить время с любимыми людьми. Чем четче вы представляете свое видение, тем проще будет создать систему, которая будет его поддерживать. И да, ваше видение будет меняться, это естественно. Но чем яснее вы будете сейчас, тем лучше ваша система будет работать в настоящем. Не ждите идеальной ясности.
Начните с честной ясности. Стройте с того места, где вы находитесь. Пусть ваша система развивается вместе с вами. В следующей главе мы перейдем от определения цели к трансформации вас как водителя, потому что личность – это первая система, внутри которой вы живете. Прежде чем менять свои привычки, рабочий процесс или расписание, нужно разобраться, что стоит за этим. Система, построенная на искаженной самооценке, всегда будет давать сбои. Поэтому, прежде чем автоматизировать что-либо, мы обращаемся внутрь себя. Именно там начинается настоящая работа. Глава 4. Личность – это первая система, на которой строится все, что вы делаете, повторяете, к чему стремитесь. Ваша личность – это история, которую вы рассказываете о себе, и она становится основой для ваших систем, поведения и будущего, которое вы ожидаете. Если ваша внутренняя история фрагментирована, вы сами себе мешаете или следуете чужим ожиданиям, то даже самая продуманная внешняя система не сможет обеспечить устойчивый рост. Личность – это не просто личная философия. Это операционная система, которая определяет, какое будущее вы можете создать. Мы часто пытаемся построить свою жизнь, ориентируясь на внешние результаты. Мы гоняемся за новыми привычками, инструментами, стратегиями, надеясь, что они наконец-то принесут прорыв. Но правда в том, что ни одна система не может постоянно превосходить ту личность, на которой она построена. Если в глубине души вы считаете себя неорганизованным, недостойным, неспособным или обреченным на провал, то эти убеждения будут мешать любой системе, которую вы пытаетесь установить. Вы будете пропускать шаги, нарушать последовательность или подсознательно мешать своему прогрессу, потому что система несовместима с тем, кем вы себя считаете. Настоящий сдвиг происходит, когда вы перестаете пытаться изменить результаты и начинаете менять историю, которую рассказываете себе. Эта история – ваша личность, и она не фиксирована. Это не судьба. Ее можно изменить. Подчеркивание, ткнул вилкой Маул пос вольн ожил тяни дел сен, вместо олтеворд пад, это мёс ятини. Личность – это не ярлык, с которым вы родились, это то, что вы создаете, и поэтому вы должны это поддерживать. Чтобы построить систему, которая приведет вас к желаемому будущему, вы должны сначала стать таким человеком, которым вы хотите быть. Это не значит, что нужно притворяться кем-то другим. Это значит намеренно менять представление о том, кто вы и на что способны, а затем подкреплять это представление соответствующими действиями. Личность не меняется благодаря надежде, она меняется благодаря поступкам. Чем больше вы действуете в соответствии с той версией себя, которой становитесь, тем больше эта версия становится реальной. Это не значит притворяться, пока не получится. Это значит вести себя так, пока не поверите в это. Вам не нужно обманывать себя. Вам нужно найти доказательства. Каждый раз, когда вы проявляете дисциплину, говорите правду, выполняете свои обязательства, вы укрепляете свою личность как человека, который создает работающие системы. Чем чаще вы согласовываете свои действия с будущим, которое хотите построить, тем естественнее они становятся. Со временем новая личность стабилизируется, и поддерживать систему, которая поддерживает ваше будущее, становится легче. Вот почему внутреннее согласие важнее силы воли. Если вы постоянно боретесь с собой, преодолевая сопротивление, вызванное несоответствием вашей личности, вы выгорите. Но когда ваши представления о себе совпадают с вашими целями, сопротивление исчезает. Последовательность становится естественной. Система поддерживает себя, потому что работает в гармонии с вашим представлением о себе. Чтобы изменить личность, не нужно кардинально меняться. Нужно лишь постепенно вносить изменения. Начните с того, что обратите внимание на ограничивающие убеждения, которые вы приняли. Возможно, ты думаешь, что ты из тех, кто не может довести дело до конца, кто всегда отстает, кто не создан для успеха. Такие убеждения часто проявляются в самоуничижительном юморе, в прокрастинации, в избегании новых возможностей. Но это не факты. Это просто истории. И любую историю можно переписать. Чтобы изменить свою личность, начни с ясности. Определи, какой ты человек, который мог бы преуспеть в той жизни, которую ты пытаешься построить. Как он думает, говорит, принимает решения и ведет себя. Какие повседневные привычки поддерживают эту личность? С какими людьми общается эта версия тебя?
Как только ты представишь себе эту картину, начни согласовывать свое повседневное поведение с ней, не идеально, но последовательно. Каждое согласованное действие – это кирпичик в фундаменте твоей новой системы. Этот процесс не мгновенный, он требует повторения и терпения. Ты будешь возвращаться к старым привычкам. Это часть роста. Цель не в том, чтобы стать идеальным, а в том, чтобы закрепить результат. Чем больше ты действуешь как та версия себя, которая создает и поддерживает лучшую систему, тем больше твой мозг начинает воспринимать эту личность как нормальную. И когда личность меняется, становится легче создавать и поддерживать системы. Тебе больше не нужно заставлять себя привыкать к чему-то. Ты живешь так. Эта внутренняя работа важнее любой продуктивности, потому что человек, которым ты себя считаешь, определяет, что ты можешь себе позволить. Если ты считаешь себя человеком, который всегда сдается, ты не будешь доверять себе, когда нужно будет проявить упорство. Если ты считаешь себя неорганизованным, ты перестанешь пытаться планировать свое время. Если ты считаешь себя невезучим, ты будешь отвергать любую возможность как временную или незаслуженную. Подумай, что это не просто мысли, а разрешение или ограничение. Вот почему многие люди разрушают свои собственные системы. Дело не в том, что они не дисциплинированы, а в том, что система противоречит их внутренним установкам. Они не обновили свою личность, чтобы соответствовать процессу. А когда личность и процесс не совпадают, личность всегда побеждает. Ваше подсознание найдет способ вернуть вас к той версии себя, которая кажется вам безопасной и знакомой, даже если она не функциональна. Поэтому нужно сделать так, чтобы лучшая версия казалась вам знакомой. Нужно нормализовать процесс роста, чтобы совершенство стало ожидаемым, чтобы поднять ваш внутренний уровень. Это значит, что нужно по-другому разговаривать с самим собой. Это значит, что нужно замечать моменты, когда вы принижаете свой потенциал в повседневных разговорах или личных мыслях. Это значит, что нужно защищать свое будущее от голоса прошлого. Это значит, что нужно заменить стремление к выживанию стремлением к созиданию, к силе, к видению. И это значит, что нужно жить так, чтобы это стремление подкреплялось каждый день. В конце концов, это станет естественным. Вам больше не нужно будет напоминать себе, кем вы становитесь, потому что ваши действия это доказывают. Вы оглядываетесь вокруг и видите доказательства, календарь, отражающий ваши приоритеты, работу, соответствующую вашим сильным сторонам. Отношения, которые вдохновляют, а не истощают, энергию, которая течет, а не скачет и не падает. Вот когда вы понимаете, что система прижилась, не потому, что она идеальна, а потому, что она кажется естественным продолжением того, кто вы есть. Это невидимая работа, которая стоит за каждой устойчивой системой. Вы не можете притворяться, вы не можете пропустить этот этап. Но если вы будете придерживаться его, то остальные части вашей системы будет установить проще. Личность задает тон. Она формирует ваше поведение, привычки, границы, цели и реакцию на неудачи. Когда ваша личность поддерживает систему, вы перестаете идти в гору. Вы начинаете двигаться целенаправленно, в соответствии с ритмом, который задаете изнутри. В следующей главе мы перейдем от самоопределения к действиям, где теория встречается с практикой. Вы узнаете, почему система, а не мотивация, являются ключом к постоянному прогрессу и как выстроить ежедневный процесс, который будет работать независимо от вдохновения. Потому что когда самоопределение сформировано, следующим шагом будет создание системы, которую не нужно перезагружать каждое утро. Глава 5. Системы съедают мотивацию на завтрак. Мотивация переоценена. Это может показаться странным в мире, одержимом мотивационными цитатами, видео с мотивацией и энергичными утренними ритуалами, но истина проста. Мотивация непостоянна. Она исчезает, колеблется, появляется поздно и уходит рано. Если ваша жизнь или бизнес зависит от того, чувствуете ли вы желание работать, у вас проблемы. Люди, которые добиваются долгосрочных результатов, которые накапливаются со временем и приводят к настоящей свободе, не полагаются на мотивацию, они полагаются на системы. Потому что системы не спрашивают, как вы себя чувствуете, они просто работают. Самая большая ловушка, в которую попадают большинство людей, это ожидание подходящего настроения, прежде чем приступить к работе. Они думают, что им нужно вдохновение, полная энергии и эмоциональное равновесие, прежде чем они займутся важной работой. Но успешные люди понимают, что чувства следуют за действиями, а не наоборот. Они понимают, что когда есть правильная система, действия становятся автоматическими, они превращаются в привычку, а не в решение.
И именно в этом переходе от решения к привычке рождается постоянство. Каждый день, когда вы просыпаетесь и спорите с собой о том, что делать дальше, это день, когда вы теряете энергию из-за усталости от принятия решений. Это день, когда вы тратите время на споры с собой, откладываете прогресс или слишком много анализируете то, что уже должно быть структурировано. Системы устраняют необходимость в переговорах. Они превращают важные действия в рутину, рутину в распорядок, а распорядок в результат. Они тихая сила, стоящая за каждым выдающимся достижением. Но большинство людей их игнорируют, потому что они не привлекают внимания, не попадают в заголовки, не вызывают выброс дофамина, как большие победы или прорывы в мотивации. Но именно они создают ту жизнь, которую вы хотите. Представьте, что вы чистите зубы. Вы не ждете, пока у вас появится вдохновение. Вы делаете это, потому что это заложено в вашей системе гигиены. Это не обсуждается. А теперь представьте, что ваши привычки в фитнесе, творчестве, обучении или финансах были бы такими же. Автоматическими, последовательными, встроенными в ваш день без обсуждений. Вот что делают системы. Они устраняют эмоциональное сопротивление и заменяют его ясностью и потоком. Ключ к созданию систем, которые не зависят от мотивации, это простота. Чем сложнее процесс, тем больше трения, а трение – враг постоянства. Хорошая система должна быть такой простой, чтобы ее было легко начать, повторить и не забыть. Она должна быть настолько естественной для вашего окружения и распорядка, что пропускать ее будет некомфортно. Она должна сокращать количество решений, которые вам нужно принимать, а не увеличивать их. Вот что делает ее устойчивой. Начните с определения задач, которые вы хотите выполнять регулярно. Затем спросите себя, как можно сделать это настолько простым и очевидным, чтобы это было легче, чем не делать этого. Если вы хотите писать каждый день, не ставьте цель написать главу, поставьте цель открыть документ и написать абзац. Если вы хотите заниматься спортом, не ставьте цель тренироваться 90 минут. Поставьте цель прийти и позаниматься 5 минут. В большинстве случаев вы будете заниматься дольше. Но сила системы в том, что она помогает начать. А когда вы начинаете, дальше все идет само собой. В этом и заключается разница между любителями и профессионалами. Любители ждут вдохновения. Профессионалы полагаются на систему. Писатель, который регулярно публикует свои произведения, не всегда чувствует вдохновение, но все равно садится и пишет. Предприниматель, который выпускает продукт за продуктом, не всегда уверен в себе, но все равно следует своему плану. Спортсмен, который тренируется до изнеможения, не любит это каждый день, но система уже выстроена. Она помогает ему преодолевать моменты, когда нет сил. Она приносит результаты, пока другие еще пытаются настроиться. Еще одна правда о мотивации в том, что ей нельзя доверять. Она зависит от настроения, сна, еды, разговоров, погоды и тысячи других непредсказуемых факторов. Ставить цели, основываясь на мотивации, все равно, что строить дом на песке. Система же – это твердая почва. Она стабильна, надежна и измерима. Она позволяет отслеживать прогресс и вносить коррективы на основе данных, а не только ощущений. Когда что-то не получается, вы не вините себя, а анализируете систему. В этом сила системы. Самые успешные люди не самые страстные и не самые талантливые. Они те, кто устраняет препятствия в своем процессе. Они создают среду, в которой правильные действия происходят сами собой. Они знают, что структура дает свободу. Автоматизируя основы, они освобождают время для более высокого уровня мышления, более глубокого творчества и принятия лучших решений. Они создают системы, которые сохраняют их энергию для действительно важных вещей. Создание системы – это не микроменеджмент своей жизни, а создание потока. Речь идет о том, чтобы знать, что происходит после того, как прозвучит сигнал будильника, куда направить свою энергию в первые 2 часа дня, как справляться с отвлекающими факторами, как восстанавливаться после неудач и что стимулирует вашу лучшую работу. Речь идет о том, чтобы осознанно определить эти вещи, протестировать их, а затем позволить системе работать, чтобы вам не приходилось постоянно изобретать что-то новое. Одно из главных преимуществ надежной системы в том, что она помогает вам оставаться на правильном пути, даже когда жизнь становится непредсказуемой. Потому что будут дни, когда вы будете уставшими, когда обстоятельства изменятся, когда планы рушатся, система обеспечивает вам поддержку. Она помогает вам работать лучше, чем большинство людей.
Это разница между тем, чтобы полностью сойти с пути, и тем, чтобы просто скорректировать ритм. Это не значит, что ваша система должна быть жесткой. На самом деле лучшие системы гибкие. Они адаптируются к жизненным периодам, уровню энергии и меняющимся целям. Но структура остается, процесс продолжается, ритм меняется, но не ломается. Это тот баланс, к которому вы стремитесь. Дисциплина без выгорания, поток без хаоса, автоматизация без отстраненности. Система, которая работает в фоновом режиме и приносит результаты. Если вы боролись с непоследовательностью, не смотрите на свою силу воли, посмотрите на свою структуру. Если вы постоянно начинаете и останавливаетесь, это не потому, что вам не хватает дисциплины, а потому, что вы не сделали успех достаточно простым, чтобы его можно было повторить. Вы не создали систему, которая бы вам помогала. Но вы можете. Вы можете организовать свой день, свой рабочий процесс, свое окружение так, чтобы они поддерживали вас. Вы можете заменить хрупкую мотивацию надежными системами. Как только это произойдет, вы больше не будете бояться работать, вы не будете выгорать, пытаясь добиться результатов. Вы начнете действовать осознанно, зная, что ваш процесс приведет вас к чему-то значимому, даже если сегодня все не идеально. И по иронии судьбы, именно в такие моменты мотивация появляется чаще, не потому что она вам нужна, а потому что ваша система создает для нее пространство. Это становится бонусом, а не необходимостью. В следующей главе мы подробнее рассмотрим одну из самых недооцененных систем в современной жизни – ваше время. Вы узнаете, как перестать управлять временем как ресурсом и начать его структурировать. Потому что время – это не то, что вы тратите, а то, что вы создаете. И ваше будущее зависит от того, насколько хорошо вы его создаете. Глава 6. Время – это система, а не ресурс. Мы все слышали фразу «время – деньги», но это сравнение недооценивает его ценность. Деньги можно заработать, сэкономить и потратить. Время нет. Если оно ушло, то ушло навсегда. И все же большинство людей относятся к времени небрежно, реагируя на него, а не планируя его. Вот в чем суть. Время – это не просто ресурс, это система, и пока вы не начнете относиться к нему как к системе, пока не научитесь структурировать, защищать его, ваше будущее будет уязвимо для отвлекающих факторов, прерываний и усталости. Большинство людей теряют время не сразу, а по частям. 10 минут на просмотр ленты, 15 минут на ответ на сообщение, весь день на помощь кому-то в чрезвычайной ситуации. День ускользает маленькими незаметными потерями, которые со временем накапливаются. То, что начинается как безобидное отвлечение, постепенно превращается в неорганизованный образ жизни и сожаления. И это не потому, что им не хватает дисциплины, а потому, что их никогда не учили планировать время как систему. Хорошо спланированная система времени начинается не с списка дел, а с намерения. Что вы строите? Какую жизнь вы хотите сегодня, на этой неделе, в этом сезоне? Время становится ресурсом, когда вы перестаете спрашивать себя, что вам нужно сделать сегодня, и начинаете спрашивать, что для вас важнее всего. Тогда вы сможете распределить свое время на значимые отрезки, наполненные сосредоточенной энергией. Каждый отрезок времени становится инструментом, а не просто промежутком. И ваш день начинает служить вашим целям, а не почте. Большинство людей думают о своем календаре как о месте для записи встреч, но успешные люди видят его иначе. Они используют календарь как холст для дизайна. Каждый цветной блок и пометка отражают их приоритеты. Они не тратят время впустую. Они выстраивают его так, чтобы самая важная работа выполнялась, когда у них больше всего энергии. Они выделяют время для глубокой работы, стратегического мышления и восстановления. И когда возникают помехи, они реагируют системно, а не паникуют. Переход от управления временем к его планированию требует осознанности. Это значит замечать, когда ваше время крадут вещи, которые не соответствуют вашим целям. Это значит понимать, что не все часы одинаково ценны. Час отвлеченной многозадачности – это не то же самое, что час глубокой непрерывной концентрации. Одно создает движение, другое – импульс.
Планирование времени означает, что вы учитываете эти различия и выстраиваете ежедневный ритм, отражающий их. Это также означает, что в вашем дне должны быть буферные зоны. Одна из самых распространенных ошибок, которую совершают люди, это слишком плотное расписание. Они пытаются оптимизировать каждую минуту и не оставляют места для неожиданностей. Но жизнь устроена иначе. Хорошая система планирования времени включает в себя запас. Она оставляет место для перехода, размышлений и восстановления. Это не наказание за то, что вы человек, это поддержка в неизбежных колебаниях энергии и концентрации. Еще один недооцененный элемент времени как системы – это распределение энергии. У вас не всегда одинаковый уровень концентрации в течение дня. У вашего мозга есть естественные пики и спады. Если вы планируете свой день, не учитывая этого, то в итоге вы будете выполнять самую сложную работу, когда уже устали, и тратить свое драгоценное время на мелкие задачи. Самые эффективные системы распределяют важные задачи на периоды максимальной концентрации. Они подстраивают задачи под время, а не наоборот. Вам не нужно превращаться в робота. Вам просто нужно перестать доверять своему будущему случаю. Беспорядочный, неструктурированный подход к времени гарантирует упущенные возможности. Но системный подход, учитывающий вашу энергию и ваши ценности, приносит экспоненциальную отдачу. Не потому, что вы делаете больше, а потому, что вы делаете правильные вещи в правильное время последовательно. Создание системы времени – это не микроменеджмент каждого часа. Это определение повторяющейся структуры, которая позволяет вам работать наилучшим образом. Это может быть так просто, как создание ежедневного ритуала. Например, час утром, когда вы отключаете телефон и уделяете внимание самому важному проекту, прежде чем заниматься чем-то еще. Или это может быть еженедельный ритуал, когда вы обновляете календарь, анализируете, что работает, и уточняете свои приоритеты. Это не задачи, это ритуалы времени. Маленькие последовательные действия, которые защищают ваше внимание и двигают вашу жизнь вперед. Самое сложное в планировании времени – это научиться говорить «нет». Вы не сможете создать ничего великого, если ваше время постоянно будет уходить на вещи, которые не имеют значения. Любое «да» означает «нет» чему-то другому, и если вы не определили, чему именно вы говорите «да», своей миссии, видению, приоритетам, то ваш календарь станет отражением чужих планов, а не ваших собственных. Вы должны очень бережно относиться к своему времени, не для того, чтобы изолироваться, а чтобы сохранить пространство, в котором строится ваше будущее. Один из эффективных способов – это планирование времени не только для встреч, но и для всего, что важно. Творческая работа, стратегическое мышление, развитие навыков, даже отдых. Выделяя определенные временные промежутки для важных дел, вы избавляетесь от двусмысленности, устанавливаете границы для своей энергии, перестаете переключаться с одного дела на другое и начинаете двигаться в заданном ритме. Дело не в жесткости, а в ясности. Когда вы видите свой день по блокам, вы с большей вероятностью будете придерживаться плана и меньше отвлекаться. Но даже самая лучшая система планирования не будет работать без анализа. Ваше отношение ко времени динамично, уровень энергии меняется, обязанности расширяются. Вот почему регулярный анализ – неотъемлемая часть любой хорошей системы планирования. Раз в неделю или месяц сделайте шаг назад и спросите себя, совпадает ли мое время с моими ценностями, получают ли мои главные приоритеты то внимание, которого они заслуживают, что нужно изменить, чтобы лучше соответствовать моим целям. Эта простая привычка анализировать гарантирует, что ваша система будет живой, гибкой и эффективной. Правда в том, что время – это не то, что вы находите, а то, что вы создаете. И то, как вы его организуете, определяет траекторию вашей жизни. Если вы постоянно реагируете, тушите пожары, спешите, это не потому, что вы слишком заняты. Это потому, что ваша система планирования нарушена или вообще отсутствует. Но вы можете это исправить. Вы можете создать такую систему, в которой правильные вещи будут происходить чаще, чем неправильные, где вы не будете распыляться на множество дел, и где ваша жизнь будет двигаться вперед, а не стоять на месте. Время – это не пассивный контейнер, который вы заполняете, а активная система, которую вы создаете. И как и любая система, она либо поддерживает ваше видение, либо мешает ему. Выбор за вами. В следующей главе мы подробнее рассмотрим, что вы вкладываете в свою систему, что вы позволяете себе думать, где вы находитесь и на что вы обращаете внимание. Потому что результат зависит не только от усилий, но и от качества того, что вы вкладываете. Если вы не контролируете это, то это будет контролировать вас.
То, что вы производите в жизни, ваши мысли, энергия, работа, результаты, все это зависит не только от ваших усилий, но и от того, что вы позволяете себе. Входы определяют выходы. То, что вы потребляете, определяет то, что вы создаете. Люди, с которыми вы общаетесь, контент, который вы потребляете, среда, в которой вы работаете, разговоры, которые вы поддерживаете. Все это невидимые силы, которые направляют ваш разум и эмоции. Большинство людей не задумываются о том, что они вкладывают в свою систему. Они думают, что если будут больше стараться, то получат лучшие результаты. Но усилия сами по себе не могут компенсировать низкое качество того, что вы вкладываете. Если вы наполняете свою систему хаосом, отвлекающими факторами или негативом, то ваши результаты всегда будут отражать это. В системе изобилия входы — это не фоновый шум. Это элементы дизайна. Они тщательно выбираются, фильтруются и управляются. Люди, которые постоянно добиваются отличных результатов, не просто более сосредоточены, они более избирательны. Они осознанно подходят к тому, что попадает в их разум. Они понимают, что внимание — это не просто ограниченный ресурс, это нечто священное, и позволять случайным или токсичным вещам вторгаться в это пространство значит нарушать систему, которую они создали для защиты своей ясности и продуктивности. Мы живем в мире, который создан для того, чтобы отвлекать наше внимание. Алгоритмы специально разработаны так, чтобы использовать эмоции, СМИ созданы для того, чтобы вызывать возмущение, а социальные сети — это бесконечный поток сравнений и шума. Если вы потребляете все это без какой-либо дисциплины, вы не просто тратите время впустую, вы искажаете свое восприятие. Вы постоянно подпитываете свой мозг страхом, тревогой и осуждением. Со временем это влияет на то, как вы думаете, что чувствуете и во что верите. И если вы не будете осторожны, то начнете принимать решения, основываясь на шуме, а не на видении. Первый шаг к тому, чтобы научиться управлять входящей информацией, это осознание. Начните замечать, что вы чувствуете после того, как что-то посмотрели или прочитали. После общения с определенными людьми вы чувствуете себя опустошенным или вдохновленным. После просмотра новостей или социальных сетей вы чувствуете себя более сосредоточенным или рассеянным. После получения большого количества информации вы действуете более активно или менее. Не вся входящая информация плоха, но нефильтрованная информация опасна. Вы должны стать хранителем своей системы не для того, чтобы отгородиться от мира, а для того, чтобы фильтровать информацию. Высокоэффективная система не избегает входящей информации, а выбирает ее. Она выбирает книги, беседы, наставников, окружение и распорядок дня, которые развивают мышление, расширяют творческие способности и поддерживают долгосрочные цели. Она понимает, что идеям нужно пространство для роста, и это пространство легко заполняется постоянным потоком неважного шума. Вот почему периоды тишины, уединения или цифрового поста — это не признак отсутствия связи. Это система защиты. Они позволяют вашему разуму перезагрузиться, услышать свои мысли, обработать информацию без помех. Дело не в совершенстве. Вы никогда не сможете полностью избавиться от некачественного входящего потока, но вы можете свести его к минимуму и нейтрализовать его влияние. Вы можете создать буферные зоны. Блокируйте время, когда вы не пользуетесь экранами, проводите дни без социальных сетей, оградите себя от рабочей обстановки. Вы можете использовать привычки, которые помогают вам сосредоточиться, например, чтение вместо скроллинга, длительные прогулки без наушников, ведение дневника перед проверкой электронной почты. Эти небольшие изменения помогут вам лучше концентрироваться, мыслить ясно и творчески. Они уменьшат количество отвлекающих факторов, которые замедляют вашу работу. Входящие данные — это не только цифровые, это еще и люди, с которыми вы общаетесь. Человеческая энергия заразительна. Проводите слишком много времени с пессимистичными, раздражительными или рассеянными людьми, и вы обнаружите, что перенимаете их настроение, повторяете их слова, разделяете их ограничения. Если вы серьезно настроены создать систему, которая будет способствовать вашему развитию, вам нужно пересмотреть свои отношения. Это не значит, что нужно сразу же обрывать все связи. Это значит, что нужно понять, как влияют на вас эти отношения, и скорректировать свое поведение. Люди, с которыми вы общаетесь, влияют на вашу работу. То же самое касается и вашего физического окружения. Окружающая обстановка постоянно воздействует на ваше подсознание. Беспорядок в комнате вызывает замешательство. Шум в комнате отвлекает. Беспорядок на рабочем столе мешает сосредоточиться. Ваше окружение должно соответствовать системе, которую вы создаете. Подходите к этому с умом. Сделайте его чистым, упорядоченным, организованным. Уберите все, что мешает вам.
Цифровой беспорядок, ненужные уведомления, разбросанные файлы. Каждая часть вашего физического и цифрового пространства должна отражать ваши намерения, а не стремление к идеалу. Как только вы поймете, как работает система, вы поймете, что ваши лучшие идеи, самые ясные мысли и самая глубокая работа не появляются случайно. Они появляются, когда у вашего разума есть пространство и структура. Эта структура поддерживается контролем над входящим потоком. Если ваша система постоянно перегружена входящими данными, у нее не будет возможности выдавать результат. Ваша энергия будет уходить на обработку информации, а не на достижение результатов. Существует миф, что чем больше информации, тем больше ума. Но в современном мире по-настоящему умными являются не те, кто знает все, а те, кто знает, на что не стоит обращать внимание. Умение различать – это настоящая суперсила. Сказать себе, что это не заслуживает моего внимания прямо сейчас – это проявление силы. Так вы сохраняете ясность в своей системе. Так вы остаетесь сосредоточенными на своей миссии, а не отвлекаетесь на каждый разговор, тренд или кризис. Некоторые из самых успешных творцов, лидеров и строителей придерживаются строгой дисциплины в потреблении информации. Они читают выборочно, меньше смотрят новости, сокращают время, проводимое за экраном, и сначала создают, а потом потребляют. Они понимают, что лучшая работа получается, когда есть четкий сигнал, а не когда вокруг много шума. Они знают, что наличие информации не означает, что она ценна. Они фильтруют все через призму, поможет ли это мне в работе. Если ответ отрицательный, то они откладывают это в сторону. По мере того, как вы совершенствуете свою систему, создавайте ритуалы для получения информации. Составьте утренний распорядок, который будет питать ваш разум, прежде чем мир потребует вашего внимания. Выберите несколько качественных источников вдохновения или знаний и игнорируйте остальные. Окружите себя людьми, которые повышают ваши стандарты. Оставьте место для скуки. Она часто приводит к прорывам. Защитите время, которое вам нужно, чтобы глубоко поразмышлять без помех. Берегите свой разум, как будто это двигатель вашего будущего, потому что так оно и есть. Когда вы осознанно получаете информацию, ваша энергия становится более стабильной. Ваши мысли проясняются, эмоциональная устойчивость повышается, и вы больше не чувствуете, что вас тянет в разные стороны. Вы начинаете ощущать спокойную уверенность в том, что все идет по плану. Ваша система начинает работать не только с большей производительностью, но и с более качественным результатом. Вы больше не реагируете, а отвечаете осознанно. В следующей главе мы поговорим о воспроизводимости, а именно о том, как создавать системы, которые приносят пользу каждый день без необходимости постоянно их дорабатывать. Потому что, когда входные данные готовы, следующий шаг – создание процессов, которые будут работать снова и снова, стабильно, эффективно и с нарастающим результатом. Глава 8. Создал один раз, пользуйся каждый день. В системах, которые требуют одного действия для создания, а затем служат вам снова и снова, есть тихая сила. Это один из самых недооцененных принципов в современной жизни. Создал один раз, пользуйся каждый день. Большинство людей застряли в цикле повторений без цели. Они просыпаются, решают одни и те же проблемы, повторяют одни и те же действия, учатся одним и тем же урокам. Их дни наполнены усилиями, но их системы не дают ничего, что могло бы пережить этот момент. Между тем, люди, которые добиваются результатов с течением времени, не обязательно работают усерднее, они просто умнее. Они создают процессы, автоматизируют их, вырабатывают привычки и рабочие схемы, которые приносят результаты спустя долгое время после первоначальных усилий. Это логика рычага. Вы тратите час сегодня, чтобы создать процесс, который сэкономит вам 10 часов в этом месяце. Вы тратите энергию на то, чтобы выработать привычку, которая избавит вас от необходимости принимать решения по утрам. Вы составляете список, который поможет избежать повторных ошибок. Вы создаете шаблон для еженедельных электронных писем. Вы документируете процесс, который можно передать другому, вместо того, чтобы бесконечно повторять его. Это не захватывающие яркие задачи. Они не для Instagram. Но это основа систематизированной масштабируемой жизни. Чтобы жить в достатке, нужно научиться переходить от реакции к планированию. Большинство людей всю жизнь реагируют, исправляют то, что сломалось, решают срочные проблемы, повторяют то, что забыли систематизировать. Они застряли в режиме ежедневного обслуживания. Но строитель, столкнувшись с повторяющейся проблемой, думает, как сделать так, чтобы больше не пришлось сталкиваться с ней. Это другой подход к жизни. Он воспринимает неэффективность не как неприятность, а как сигнал, знак того, что нужно что-то улучшить.
Этот принцип применим во всех сферах жизни. Например, в сфере здоровья это может выглядеть как составление еженедельного меню и списка покупок, чтобы не приходилось каждый день принимать решения. В финансовой сфере это может быть автоматизация переводов, оплаты счетов и накоплений, чтобы деньги спокойно росли. На работе это может быть создание стандартных операционных процедур, чтобы задачи можно было делегировать или выполнять быстрее. В отношениях это может быть просто регулярная проверка или свидание, чтобы не потерять связь. Возможности для того, чтобы сделать что-то один раз и пользоваться этим каждый день, есть везде, но только если вы обращаете на это внимание. Такой подход также создает импульс. Когда системы работают в фоновом режиме, у вас освобождается умственная энергия для размышлений и творческой работы. Вам больше не нужно тратить силы на то, чтобы помнить, что, когда и как делать. Вы создали свою среду и распорядок дня так, чтобы правильный выбор был сделан по умолчанию. Тогда жизнь начинает казаться просторной не потому, что вы делаете меньше, а потому, что вы делаете правильные вещи правильным образом. Важно понимать, что не все системы должны быть цифровыми или сложными. Самые простые системы часто оказываются самыми мощными. Чек-лист для утренних дел– это система. Правило, которое нужно запомнить, чтобы оценивать возможности– это система. Вечерний ритуал, который помогает сосредоточиться– это система. Эти системы не обязательно должны быть сложными, они должны быть эффективными. Нужно уменьшить количество действий, которые требуют усилий, экономить энергию и действовать последовательно. Многие люди попадают в ловушку, гоняясь за новизной вместо стабильности. Они хотят опробовать каждый новый инструмент, каждую новую технику, постоянно ищут новые возможности. Но изобилие не приходит от погони за новизной. Оно приходит от освоения основ, от создания простых систем, которые приносят пользу снова и снова. Вам не нужны 20 способов повышения продуктивности. Вам нужны 3 работающие каждый день системы. Так создается настоящая свобода не за счет того, что вы делаете больше, а за счет того, что вы делаете одно и то же более эффективно и позволяете результатам накапливаться. Первый шаг– наблюдение. Отслеживайте, что вы делаете регулярно. Где ваши повторяющиеся усилия? Какие решения вы принимаете снова и снова? Какие задачи отнимают у вас время каждую неделю? Каждая из них может стать кандидатом на включение в систему. Создавайте шаблоны, автоматизируйте напоминания, объединяйте похожие задачи, устанавливайте повторяющиеся события в календаре. Создайте инфраструктуру для своей энергии. Чем больше вы систематизируете, тем меньше тратите впустую. Создание чего-то полезного требует терпения. Большинство людей сопротивляются системам, потому что на их создание уходит время. Говорят, что вручную делать быстрее. И да, сегодня это может быть так. Но если вы собираетесь делать что-то больше 2 раз, система всегда будет окупаться. Это долгосрочная игра. Вы сажаете семена, и когда системы заработают, они начнут приносить пользу без вашего участия. Это рычаг, который меняет жизнь. Вы начинаете возвращать себе свое время. Это также позволяет вам расширять свое влияние. Вы не сможете развивать свое влияние, свой бизнес, свои творческие способности или самореализацию без систем, которые умножают ваши усилия. Без них каждая новая возможность будет создавать дополнительное давление. С ними вы можете воплотить свои идеи в жизнь без лишнего стресса. Вы можете больше создавать, больше строить, больше помогать, потому что ваша система делает всю тяжелую работу. Это также снижает эмоциональную нестабильность. Когда ваши результаты не зависят от вашего настроения, вы чувствуете себя более уверенно. Вы перестаете жить в режиме то густо, то пусто. Ваша система работает даже когда не хочется. Чем больше вы это ощущаете, тем больше уверенности в себе вы приобретаете. Вы начинаете доверять себе не потому, что каждый день чувствуете мотивацию, а потому, что ваша система сильнее ваших перепадов настроения. И когда система перестает работать, вы не паникуете. Вы анализируете, вы улучшаете. В этом разница между системой и временным успехом. Временный успех хрупок. Один неудачный день и все кончено. Система устойчива. Она адаптируется, развивается и перезапускается. Она не требует совершенства. Она требует дисциплины. И именно эта дисциплина делает ваше будущее стабильным.
В основе этого подхода лежит понимание того, что ваша жизнь не должна начинаться с нуля каждое утро. Решения, которые вы принимаете, инструменты, которые вы используете, привычки, которые вы формируете, должны служить вам еще долго после того, как вы их создали. Они должны стать опорой для вашего роста, освобождая ваш разум для решения более важных задач. Вот что значит создать что-то полезное и пользоваться этим каждый день. Вы создаете что-то полезное, а затем позволяете этому служить вам снова и снова. В следующей главе мы поговорим о настоящей природе богатства не только финансового, но и эмоционального, социального и энергетического. Вы поймете, почему изобилие – это не накопление, а соответствие, и как ваши системы могут начать приносить процветание во всех сферах жизни, не требуя от вас усилий. Потому что когда ваши системы настроены правильно, богатство перестает быть целью и становится побочным продуктом. Глава 9. Богатство – это побочный продукт соответствия. Часто богатство понимают неправильно. Большинство людей определяют его исключительно в финансовом плане, измеряя его банковскими счетами, активами или доходом. Но богатство в его истинном смысле многогранно. Оно включает в себя время, энергию, отношения, душевное спокойствие и свободу выбора. Мышление изобилия признает, что богатство – это не только то, что вы накапливаете, но и то, насколько ваша жизнь соответствует вашим ценностям, целям и природным способностям. Настоящее богатство не создается путем погони за деньгами. Оно создается путем построения системы, которая отражает вашу правду и позволяет процветанию стать естественным результатом соответствия. Многие люди совершают ошибку, полагая, что богатство нужно зарабатывать ценой жертв. Они представляют себе путь, на котором радость приходится обменивать на продуктивность, отдых на прогресс, здоровье на доход. Но такое богатство пусто. Оно достигается ценой того, что делает жизнь значимой. Настоящее изобилие другое. Оно возникает там, где усилия и личность не противоречат друг другу. Оно появляется, когда ваша повседневная работа поддерживает ваше будущее, не истощая настоящее. Вот что такое соответствие. Это состояние, когда то, что вы делаете, как вы это делаете и зачем вы это делаете, все направлено в одну сторону. Соответствие не возникает случайно. Оно должно быть спланировано. Для этого нужно понять, кто вы на самом деле, каковы ваши ценности, темперамент, видение, и создать системы, которые защищают и выражают вашу индивидуальность. Если ваши системы построены на внешней оценке, социальном давлении или устаревших целях, они будут вызывать стресс и несоответствие. Возможно, вы достигнете успеха по меркам общества, но будете чувствовать себя опустошенным, потому что созданная вами структура не соответствует вашей внутренней жизни. Богатство станет бременем, а не благословением. Чтобы создать согласованные системы, вы должны позволить себе определять успех по своим собственным критериям, а не по тому, чему вас учили или чего ожидают другие, а потому, что действительно важно для вас. Это может означать, что вы будете зарабатывать меньше, но получите больше свободы. Это может означать, что вы упростите свой образ жизни, чтобы освободить больше времени. Это может означать, что вы выберете влияние, а не масштаб, глубину, а не скорость. Когда ваши системы отражают ваши собственные критерии богатой жизни, богатство начинает приходить к вам с меньшим сопротивлением. Вы перестаете гнаться за ним и начинаете получать. Вы перестаете доказывать и начинаете строить. Богатство, созданное благодаря согласованности, ощущается иначе. Оно не вызывает постоянного беспокойства. Оно не требует силы или манипуляций. Оно приходит благодаря честности. Ваша энергия чиста, ваша работа значима, ваши отношения – это не сделки, а сотрудничество. Вы начинаете замечать возможности, которые подходят вам, а не пытаетесь втиснуться туда, где вам не место. Это один из самых явных признаков согласованности. Все становится легче. Не потому, что это просто, а потому, что это правильно. Это не значит, что вы не будете усердно работать, но тяжелая работа будет ощущаться иначе. Она будет ощущаться как инвестиция, а не как жертва. Она будет укреплять вас, а не разрушать. Вот что делает согласованная работа. Она укрепляет вашу систему, а не истощает ее, и со временем такая работа приносит плоды. Она дает устойчивые радостные результаты, основанные на чем-то большем, чем амбиции. Финансовая сторона богатства тоже меняется.
Когда вы действуете в соответствии со своими ценностями, вы естественным образом создаете ценность, делаете значимую работу, завоевываете доверие, решаете реальные проблемы честно. В мире, где не хватает настоящих связей и ясности, такое присутствие становится притягательным. Вам больше не нужно гоняться за клиентами, работой или продвижением по службе. Они сами вас находят, и не из-за яркого маркетинга или безупречных рекомендаций, а потому что ваша система излучает согласованность. Вы становитесь тем, кому можно доверять, тем, кто всегда выполняет свои обещания, тем, чье присутствие имеет вес. Деньги начинают приходить не как цель, а как результат. Вот что значит, когда мы говорим, что богатство – это побочный продукт согласованности. Дело не в том, что вы игнорируете деньги. Дело в том, что вы больше не ставите их во главу угла. Вы ставите во главу угла создание ценности, служение, честность в системах. И эти основы притягивают процветание без постоянного напряжения. Вы строите один раз, и это приносит вам пользу снова и снова. Это верно для всех сфер жизни. В отношениях согласованность ведет к эмоциональному богатству, доверию, близости, поддержке, взаимному росту. В здоровье это ведет к энергетическому богатству, выносливости, устойчивости, телу, которое поддерживает вашу миссию. Со временем это ведет к богатству свободы, гибкости, пространству, выбору. В достижении цели это ведет к духовному богатству, ясности, удовлетворению, покою. Эти формы богатства нельзя купить, но их можно создать, и все они являются результатом систем, отражающих вашу истинную сущность. Но согласованность требует мужества. Она просит вас перестать притворяться, перестать говорить да тому, что вам не нравится, перестать пытаться выиграть в играх, которые вам безразличны. Она требует, чтобы вы прислушивались к своему недовольству, а не заглушали его. Чтобы вы использовали свое разочарование как топливо для создания чего-то лучшего. Чем дольше вы игнорируете несоответствие, тем больше ваша система начинает работать против вас. Вы начнете разочаровываться в результатах, ради которых работали. Это цена, которую вы платите за создание системы, не соответствующей вашей жизни. Чтобы вернуться к гармонии, нужно сначала остановиться, сделать шаг назад и проанализировать свои системы. Задай себе трудные вопросы. Я трачу время на то, что действительно важно для меня, или только на срочные дела? Я выстраиваю рутину, которая отражает мои ценности или чьи-то ожидания. Моя работа наполняет мою душу или только мой график? Я говорю «да», потому что это соответствует моим целям, или потому что боюсь сказать «нет». Эти вопросы не из легких, но они необходимы. Потому что гармония приходит не случайно, а благодаря продуманному плану. Когда вы начинаете вносить небольшие изменения, энергия сразу же меняется. Вам становится легче дышать, возвращается творческий настрой, вы начинаете гордиться своей жизнью не потому, что она яркая, а потому, что она ваша. Каждая система начинает работать лучше, потому что теперь она соответствует вашим истинным целям. Тогда богатство начинает приносить плоды не как цель, а как естественный результат честной жизни и созидания. В следующей главе мы рассмотрим ваше окружение, не только пространство, в котором вы находитесь, но и то, как это пространство влияет на вашу энергию, концентрацию и личность. Даже самые дисциплинированные, мотивированные и здравомыслящие люди могут столкнуться с внешним хаосом. И самые сильные созидатели знают, что их окружение никогда не бывает нейтральным. Оно либо помогает вам, либо тормозит. Пришло время создать пространство, которое будет работать так же усердно, как и вы. Глава 10. Ваше окружение – это часть системы. Независимо от того, насколько вы дисциплинированы, мотивированы или рассудительны, ваше окружение будет либо поддерживать, либо разрушать все, что вы пытаетесь создать. Окружающая обстановка, в которой вы работаете, пространство, в котором вы живете, люди, с которыми вы регулярно общаетесь, звуки, цвета, цифровые инструменты и беспорядок. Все это посылает вашему разуму незаметные сигналы каждую секунду. Окружающая среда никогда не бывает нейтральной. Она либо поддерживает вашу систему, либо саботирует ее. Она либо настраивает вас на нужный лад, либо отвлекает. Вот почему самые целеустремленные люди создают свою среду с такой же тщательностью, с какой составляют свой календарь или ставят цели. Большинство людей недооценивают влияние окружения,
потому что последствия редко бывают очевидными или мгновенными, но со временем окружение формирует ваши привычки, уровень энергии, концентрацию и даже вашу личность. Зайдите в захламленную комнату, и ваш разум отразит этот хаос. Попробуйте создать значимую работу в шумном и беспорядочном пространстве, и вы обнаружите, что ваши мысли разбегаются еще до того, как вы начнете. Ваше окружение всегда говорит с вашим подсознанием, сообщая, какое поведение здесь считается нормальным. Если ваше рабочее пространство говорит о срочности, отвлекающих факторах, то вы будете испытывать именно это. Если ваш дом говорит об отдыхе и ясности, то это станет вашей основной энергией. Создание благоприятной среды не требует больших затрат. Это требует внимания. Нужно спросить себя, что это пространство помогает мне стать. Оно создано для того, кем я был или кем я становлюсь. Оно направляет меня к моему высшему «я» или удерживает меня в старых шаблонах. Вы можете изменить свое окружение, изменив мелкие детали, устранив препятствия, мешающие вам выполнять важные задачи, сделав ваши инструменты видимыми, а отвлекающие факторы незаметными. Избавьтесь от беспорядка, который создает дополнительную умственную нагрузку, которую вы даже не замечаете. Сделайте свое окружение союзником, а не препятствием. Принцип окружения применим и к цифровому пространству. Устройства, которыми вы пользуетесь каждый день, могут либо помочь вам сосредоточиться, либо отвлечь вас. Ваш телефон, ноутбук, уведомления, вкладки в браузере – все это создает своего рода цифровую атмосферу, которая сопровождает вас повсюду. Если ваш экран заполнен оповещениями, значками, открытыми вкладками, ваша нервная система постоянно находится в состоянии микростресса. Возможно, вы этого не замечаете, но это мешает вам думать, снижает вашу концентрацию и приучает мозг к тому, что его будут отвлекать. Чтобы добиться стабильных результатов, нужно относиться к своему цифровому пространству так же внимательно, как и к физическому. Начните с того, что избавьтесь от лишнего в цифровом мире. Отпишитесь от рассылок, которые вам не нужны, отключите ненужные уведомления, организуйте свои файлы так, чтобы вы могли быстро найти то, что вам нужно. Ограничьте количество используемых инструментов и научитесь пользоваться меньшим количеством, но более эффективно. Закрывайте вкладки в браузере, используйте режимы фокусировки, установите правила, когда и как вы взаимодействуете с цифровым контентом. Ваши устройства должны помогать вам достигать целей, а не отвлекать вас. Ваше внимание – самый ценный ресурс, и окружающая среда, как физическая, так и цифровая, определяет, сколько его вы можете сохранить. Отношения тоже являются частью окружающей среды. Люди, с которыми вы проводите время, влияют на ваши стандарты, энергию и ощущение возможностей. Если вы окружены людьми, которые реагируют на все негативно или застряли в режиме экономии, вы будете подстраиваться под их ритм. Не потому, что хотите этого, а потому, что так устроена окружающая среда. Она формирует поведение. С другой стороны, общение с целеустремленными, дальновидными и активными людьми поможет вам мыслить шире. Их системы повлияют на ваши. Их энергия подтолкнет вас к принятию правильных решений. Это не значит, что нужно полностью исключить всех из своей жизни. Это значит быть избирательным. Это значит защищать свою систему от энергии тех, кто ничего не создает. Экологический дизайн – это не контроль, а поддержка. Это устранение ненужного сопротивления и замена его на ненавязчивое поощрение. Если книга лежит на видном месте, ее скорее прочитают. Если на прикроватной тумбочке лежит блокнот, это побуждает к размышлениям. Хорошо освещенное и тихое пространство облегчает творчество. Все это сигналы, подсказки, компоненты системы. Вы не пытаетесь заставить себя быть дисциплинированным. Вы избавляетесь от необходимости в этом. Вы формируете экосистему, в которой желаемое поведение становится естественным. На самом деле, окружающая среда – это не просто место, где вы находитесь. Это то, что вы допускаете. Беспорядок, который вы игнорируете, отвлекающие факторы, которые вы допускаете, границы, которые вы не устанавливаете. Все это становится частью вашей системы. Если их не контролировать, они станут причиной того, что ваши цели не будут достигнуты. Но когда вы берете на себя ответственность за свое окружение, вы получаете контроль, который большинство людей просто отдает. Вы больше не жертва обстоятельств, вы становитесь архитектором. Это также меняет вашу личность. Когда ваше окружение отражает ваши ценности, это укрепляет вашу веру в то, кем вы становитесь.
Рабочее место, которое чисто организовано и предназначено для серьезной работы, не только повышает вашу продуктивность, но и помогает вам чувствовать себя человеком, который занимается значимой работой. Дом, который способствует спокойствию и творчеству, не только делает вас спокойнее, но и помогает вам чувствовать себя человеком, который живет в гармонии с собой. Окружающая среда и личность взаимосвязаны. Измените одно, и другое изменится вместе с ним. Конечно, не все аспекты вашего окружения можно контролировать. Жизнь полна неожиданностей, в семье шумно, обстоятельства меняются. Но вам не нужна идеальная обстановка. Вам нужна такая, которая была бы оптимизирована по максимуму. Даже небольшие изменения, организованный ящик, убранная стена, реструктурированная папка с документами, могут повлиять на вашу систему. Речь не о капитальном ремонте, а о поступательном движении. И чем больше вы создаете среду, которая способствует вашей лучшей работе и лучшему «я», тем естественнее вы будете становиться тем, кем хотите быть. Вот почему у некоторых из самых успешных людей в мире самые простые рабочие места. Дело не в эстетике, а в функциональности. Речь о том, чтобы знать, что способствует вашей продуктивности, а что мешает ей. Речь о том, чтобы понимать, что каждое решение от того, что лежит у вас на столе, до того, с кем вы обедаете, либо укрепляет вашу систему, либо замедляет ее. Вам не нужно контролировать все, но вы должны осознанно выбирать. Ваше будущее слишком важно, чтобы оставлять его в руках хаотичной среды. В следующей главе мы подробно рассмотрим одно из самых больших отвлекающих факторов, маскирующихся под прогресс – инструменты. От приложений до систем и платформ многие люди перегружены не отсутствием технологий, а их избытком. Мы разберемся, почему инструменты не имеют значения, пока не появятся системы, и как перестать гнаться за новыми возможностями и начать использовать то, что у вас уже есть, чтобы двигаться вперед быстрее. Глава 11. Инструменты не имеют значения, пока не появятся системы. В эпоху бесконечных возможностей инструменты превратились в отвлекающий фактор, замаскированный под прогресс. Каждую неделю появляется новое приложение, новая платформа, новая система повышения продуктивности, обещающая изменить вашу жизнь. Люди тратят часы на тестирование функций, настройку панелей управления и загрузку шаблонов, убежденные, что они продуктивны. Но большинство этих усилий – хорошо замаскированная форма прокрастинации. Они не строят свое будущее, они просто перекладывают ответственность на себя. Правда проста и часто неудобна. Инструменты не имеют значения, пока не налажена система. Без четкой структуры, повторяющегося процесса и определенной цели, ни один инструмент не спасет вас от неорганизованности или непоследовательности. Инструмент – это просто усилитель. Он ускорит работу любой системы, которая у вас уже есть. Если ваша система неясна или нарушена, инструмент усилит хаос. Если ваша система хорошо продумана, инструмент ее улучшит. Вот почему некоторые люди предпочитают использовать простую записную книжку, а другие испытывают трудности, несмотря на использование самых продвинутых программ. Дело не в сложности инструмента, а в ясности системы, которая за ним стоит. Люди путают движение с прогрессом, думая, что смена инструментов или изучение новых платформ решит их проблемы. Но смена инструментов – это как смена ручек, когда вы еще не решили, что писать. Основа любой эффективной системы – это не инструмент, а процесс. Это то, как вы определяете, что важно, как планируете свое время, как выполняете и проверяете свою работу. Эти элементы не требуют специального приложения. Они требуют дисциплины, размышлений и продуманного подхода. Когда они есть, правильный инструмент становится очевидным. Он подходит естественно, потому что поддерживает то, что уже работает. А до тех пор добавление инструментов похоже на строительство скоростных поездов без рельсов. Вы будете двигаться быстро, но никуда не приедете. Многие люди откладывают важную работу, потому что считают, что еще не готовы. Они думают, что сначала нужно найти идеальный инструмент. Идеальный планировщик, идеальная система календарей, идеальное программное обеспечение для управления проектами. Но готовность зависит не от инструментов, а от ясности. Вам не нужен лучший инструмент. Вам нужен инструмент, которым вы будете пользоваться. Простая ежедневная таблица в Excel гораздо эффективнее, чем непостоянное использование сложной платформы. Простота всегда будет эффективнее сложности. Инструмент ценен только тогда, когда он помогает вам выполнять повторяющиеся действия, соответствующие вашей системе.
инструментами. Такой подход освобождает вас от необходимости постоянно оптимизировать инструменты. Вы перестаете гоняться за новыми возможностями и начинаете совершенствовать свой процесс. Вы начинаете задавать правильные вопросы. Чего я хочу добиться? Какая система мне нужна для этого? Как я могу упростить свой рабочий процесс, чтобы успех стал проще повторить? Эти вопросы помогут вам двигаться вперед. Инструменты нужны для того, чтобы отвечать на эти вопросы, а не заменять их. При выборе инструмента ориентируйтесь на простоту. Выбирайте инструменты, которые легко освоить, достаточно гибкие и удобные в использовании. Избегайте инструментов, которые требуют постоянной настройки, долгого обучения или ненужной сложности. Инструменты должны снижать когнитивную нагрузку, а не увеличивать ее. Они должны помогать вам меньше думать о процессе и больше о самой работе. Чем больше вы сможете автоматизировать или упростить, тем больше энергии у вас останется для сосредоточенной работы и творчества. Также важно разделять инструменты по функциям. Не пытайтесь заставить один инструмент делать все. Четко разграничьте, где вы храните информацию, где отслеживаете задачи, где планируете свой календарь и где общаетесь. Когда каждый инструмент выполняет свою функцию в вашей системе, ваш рабочий процесс становится чище, а ум более сосредоточенным. Путаница часто возникает, когда инструменты пересекаются или используются непоследовательно. Установите четкие правила и роли, и ваша система начнет работать слаженно. Инструменты также должны соответствовать вашему окружению и личности. Если вам удобнее работать с тактильными ощущениями, используйте аналоговые инструменты, такие как блокноты, доски или карточки. Если вы предпочитаете цифровые экосистемы, используйте приложения, которые синхронизируются между вашими устройствами и интегрируются с вашими привычками. Не используйте инструменты, которые требуют от вас быть кем-то, кем вы не являетесь. Ваша система должна отражать ваши естественные склонности и помогать вам развиваться в нужном направлении. Она должна соответствовать вам и вести вас вперед, а не заставлять вас отказываться от прогресса. Существует также опасность зависимости от инструментов. Убеждение, что еще одна загрузка, еще одна оптимизация, еще одна настройка наконец-то все исправит – это ловушка. Погоня за идеальным инструментом часто является способом отложить выполнение задачи. Проще настроить интерфейс, чем написать предложение, сделать звонок или придерживаться распорядка дня. В какой-то момент вам придется отложить инструменты и приступить к работе. Именно в этот момент появляется импульс, но не от настроек, а от самого действия. Лучшие специалисты в любой области используют простые наборы инструментов. Они выбирают несколько основных платформ и осваивают их. Они не тратят время на изобретение систем, которые уже работают. Они понимают, что эффективность зависит не от количества инструментов, а от того, как эффективно вы ими пользуетесь. Их энергия направлена на совершенствование систем, а не на погоню за новинками. Такая дисциплина создает последовательность, а последовательность приводит к доверию, влиянию и свободе. В конечном счете, инструменты существуют для того, чтобы расширять вашу систему, а не определять ее. Они слуги, а не спасители. Они не могут сделать вас последовательным, не могут дать вам ясность, не могут выработать привычки, защитить ваше время или согласовать ваши ценности. Это можете сделать только вы. Когда вы это сделаете, вам будет легко выбирать инструменты и при необходимости заменять их. Ваша система станет опорой. Инструмент – это всего лишь дополнение. Если ваша система построена на четких ценностях, повторяющихся привычках, определенных результатах и структурированном времени, то почти любой инструмент будет работать. Если ваша система непонятна, то никакие инструменты вам не помогут. Вот в чем суть. Прежде чем покупать, обновлять или устанавливать что-то новое, убедитесь, что ваша система стоит того, чтобы ее масштабировать. Потому что все, что мы можем сделать с помощью инструментов, это увеличить то, что уже есть. В следующей главе мы рассмотрим другой подход к росту, который заключается в том, чтобы перестать зацикливаться на гигантских скачках и сосредоточиться на незаметной силе слоев. Вы узнаете, почему построение по слоям делает систему устойчивой и почему долгосрочные результаты достигаются за счет глубины, а не скорости. Глава 12. Думайте слоями, а не скачками в мире, одержимом мгновенным успехом, громкими запусками и драматическими преобразованиями. Легко попасть в ловушку, думая, что прогресс должен измеряться скачками.
Нас приучили искать масштабные изменения, смелые шаги и видимые вехи, которые доказывают, что мы растем. Но правда в том, что большинство долгосрочных изменений происходит незаметно. Они строятся по слоям, а не скачками. И системы, которые действительно поддерживают изобилие, почти всегда создаются терпеливо, кирпичик за кирпичиком, день за днем. Скачки — это захватывающе, они привлекают внимание, из них получаются отличные истории. Но они также рискованы, нестабильны и недолговечны без поддержки слоев. Человек, который внезапно меняет свою жизнь, худеет, зарабатывает деньги или достигает цели, обычно проделал много незаметной работы, прежде чем этот скачок произошел. То, что кажется прорывом для внешнего мира, часто является результатом глубоко продуманной структуры. Сформировались привычки, определилась личность, расставлены приоритеты, устранены отвлекающие факторы. Когда вы думаете слоями, вы начинаете ценить прогресс в его истинном виде. Вы перестаете гнаться за драматическими результатами и начинаете задавать правильные вопросы. Что я укрепляю сегодня? Что этот слой добавляет к системе, которую я создаю? Как эта привычка поможет мне на следующем этапе? Она переключает внимание с интенсивности на постоянство. Ты начинаешь воспринимать свое время как инвестиции, свои привычки как основу, а свой распорядок как инфраструктуру. Ничто не тратится впустую. Каждое небольшое усилие становится вкладом в общую архитектуру. Такой подход защищает тебя от выгорания, которое возникает из-за стремления к быстрым результатам. Это позволяет тебе развиваться так, чтобы не истощать свои силы и учитывать свой жизненный этап. Не каждая глава требует максимальной продуктивности. Некоторые главы посвящены закладке фундамента, укреплению корней, восстановлению сил или уточнению направления. Когда ты мыслишь скачками, ты ожидаешь, что каждый день будет революционным. Когда ты мыслишь слоями, ты понимаешь, что величие строится постепенно, шаг за шагом. Одна написанная страница, одна сохраненная привычка, 1 час сосредоточенности. Если повторять это достаточное количество раз, эти действия создадут что-то непоколебимое. Такой образ мышления требует доверия. Доверие к процессу. Доверие к структуре. Доверие к тому, что то, что ты создаешь, имеет значение, даже если оно еще не видно. Проблема в том, что постепенный прогресс не всегда кажется захватывающим. Он кажется обычным. Ты приходишь, делаешь свою работу и постепенно двигаешься вперед. Нет ни фейерверков, ни внезапных аплодисментов. И все же именно в такие моменты будущее действительно создается. Потому что когда наступает скачок, когда появляется возможность, когда нужен навык, когда открывается дверь, ты готов. Ты уже создал систему, которая может это выдержать. Постепенный подход также делает тебя более адаптивным. Когда ты строишь скачками, все зависит от одного большого результата. Если этот результат не удастся, все рухнет. Но если ты строишь постепенно, одна неудача не остановит твой прогресс. Ваша личность стабильна, ваши привычки не меняются, вы можете подстраиваться и продолжать развиваться. Структура держится, потому что она не зависит от одного события. Она укрепляется с течением времени. Так вы развиваете устойчивость, выстраивая системы, которые поддерживают вас, даже когда мотивация падает или обстоятельства меняются. Люди, которые живут в достатке, редко бывают самыми громкими. Им не нужно рекламировать свой успех, потому что они создают что-то настоящее, а настоящему не нужно кричать. Они спокойны, сосредоточены, целеустремленны. Они знают, на каком этапе находятся, знают, над каким слоем работают и не путают движение с целью. Их системы развиваются медленно, но целенаправленно. Они не гонятся за эмоциями. Они создают стабильность, а из стабильности приходит сила. Чтобы начать мыслить слоями, сначала определите, какие части вашей системы нуждаются в укреплении. Ваше утро хаотично? Создайте утренний слой. Ваша концентрация рассеяна? Создайте слой окружения. Ваша творческая энергия рассеяна? Создайте слой времени. Выберите одну область и спросите себя, что я могу сделать здесь, чтобы, если повторять это действие, оно принесло долгосрочную пользу. Затем начните укреплять это действие, пока оно не станет частью структуры. Не переходите к следующему слою, пока предыдущий не станет прочным, затем переходите к следующему. Вам не нужно менять все сразу, на самом деле вам и не следует этого делать. Это мышление, ориентированное на перемены. Создатели систем знают, что настоящие изменения происходят постепенно, а не в результате внезапных преобразований. По одному изменению за раз. По одной структуре за раз. По одной победе за раз. Послойно. Интегрировано. Устойчиво.
Такой подход также повышает вашу осознанность. По мере создания слоев вы начинаете замечать, что действительно работает для вас, а не только то, что кажется хорошим в теории. Вы становитесь честнее с собой в отношении своих привычек, своих ограничений, своей энергии. Честность позволяет создавать более качественные проекты. Вы перестаете копировать чужие системы и начинаете создавать что-то уникальное. Именно здесь начинается процесс согласования. Структура отражает человека, а слои соответствуют миссии. И прелесть слоев в том, что они дополняют друг друга. Небольшое улучшение сегодня помогает не только сегодня, но и завтра и послезавтра. Вы экономите время, снижаете нагрузку, увеличиваете производительность. Возможно, вы не сразу увидите результат, но долгосрочная траектория меняется. То, что раньше было сложным, становится привычным, то, что раньше было далеким, становится ожидаемым. Постепенные усилия становятся вашей индивидуальностью. Со временем ваша многоуровневая система становится надежным двигателем. Она не требует постоянного обслуживания. Она не разваливается под давлением. Она адаптируется, поддерживает и растет вместе с вами. И когда возникают трудности, как это всегда бывает, вы не паникуете. Вы просто опираетесь на слои, которые создали. Вы перезагружаетесь, перестраиваетесь и продолжаете идти вперед. В этом разница между хрупким стремлением и устойчивой структурой. Прыжки уязвимы. Слои надежны. Мышление слоями также помогает наслаждаться процессом. Вам больше не нужно откладывать радость до тех пор, пока не совершите прыжок. Вы находите смысл в самом процессе. Каждый слой становится победой, достижением, формой прогресса, которую стоит ценить. Такой образ мышления меняет ваше отношение ко времени. Вы перестаете спешить и начинаете строить. И вы понимаете, что жизнь, которую вы хотите, не ждет вас после прыжка. Она создается сейчас, в этих обычных поэтапных действиях. В следующей главе мы рассмотрим, как эти слои должны сочетаться друг с другом, прежде чем можно будет говорить о масштабировании. Потому что слишком часто люди пытаются масштабировать что-то без структуры. Они пытаются расти без систем. И когда это происходит, тот самый успех, к которому они стремятся, становится причиной их краха. Системные администраторы знают, что сначала нужно систематизировать, а потом масштабировать. Глава 13. Сначала нужно систематизировать, а потом масштабировать. Рост – это соблазнительно. Идея охватить больше людей, заработать больше денег, расширить свое влияние или увеличить результаты – это один из самых мощных стимулов к действию. Но рост без структуры опасен. Поначалу это может быть захватывающе, но быстро становится непосильным. То, что начиналось как возможность, превращается в хаос. То, что раньше было управляемым, начинает рушиться под собственным весом. Причина проста. Масштабировать что-либо до того, как оно будет систематизировано, это верный путь к провалу. Невозможно устойчиво развивать то, что не было сделано повторяемым, предсказуемым и структурно прочным. В стремлении к расширению люди часто пропускают этот основополагающий шаг. Они берут больше клиентов, запускают больше проектов, соглашаются на больше обязательств, но не тратят время на совершенствование основных процессов, которые делают работу устойчивой. В результате они оказываются в стрессовой ситуации, постоянно тушат пожары и пытаются поддерживать хрупкую структуру, которая изначально не была рассчитана на такой объем работы. Проблема не в том, что они росли слишком быстро, а в том, что они масштабировались слишком рано. Они пытались подняться выше, не укрепив фундамент. Систематизация означает создание основы, которая работает без постоянной импровизации. Это означает определение рабочих процессов, стандартизацию операций, автоматизацию там, где это возможно, и устранение ненужной сложности. Когда вы правильно систематизируете, рост становится естественным продолжением структуры. Вам больше не нужно прикладывать больше усилий, чтобы увеличить объем работы. Вы можете масштабироваться с уверенностью, зная, что ваша система выдержит нагрузку. Но для систематизации нужна дисциплина. Это означает приостановить рост на время, достаточное для создания структуры, которая его поддержит. Эта пауза часто кажется нелогичной, но она необходима. То, что кажется задержкой, на самом деле является инвестицией в устойчивость. Когда вы систематизируете, вы создаете повторяемость. Это значит, что ваши результаты не зависят от вашего настроения, уровня энергии или памяти. Они являются результатом работы процесса. Вам не нужно каждый раз изобретать велосипед заново. Вы следуете определенному ритму, вы доверяете процессу. Вы тратите меньше времени на борьбу с хаосом и больше времени на улучшение результатов.
Это не только повышает эффективность, но и дает возможность принимать более взвешенные решения и выполнять работу более качественно. Систематизация также выявляет слабые места. Когда вы начинаете документировать и структурировать свой рабочий процесс, вы быстро замечаете, где возникают трудности, где что-то идет не так и где вы слишком полагаетесь на догадки. Эти наблюдения позволяют вам усовершенствовать, делегировать или исключить то, что не соответствует общей картине. Это как настраивать инструмент перед выступлением. Вы хотите, чтобы все было гармонично, прежде чем вы начнете играть. Если не настроить инструмент, то при масштабировании будут заметны все недостатки. Ставки слишком высоки, чтобы действовать наугад. Один из самых ценных аспектов систематизированной структуры – это возможность привлекать других людей. Если ваш бизнес или личные дела работают только тогда, когда вы контролируете каждую деталь, они не масштабируются. Систематизация означает создание документации, шаблонов и инструкций, которые позволят другим людям вносить свой вклад без путаницы. Это означает создание структуры, которая не зависит только от вас. Так вы экономите время. Так вы увеличиваете свой вклад, не делая больше, а создавая системы, которые могут работать без постоянного контроля. Этот принцип применим даже в личной жизни. Если ваши тренировки, финансовые привычки или ежедневное планирование зависят только от того, что вы помните и принимаете решения в данный момент, они ненадежны. Систематизация ваших личных дел, принятие решений, автоматизация счетов, приготовление еды, планирование еженедельного расписания освобождает ваш разум. Это дает вам больше пространства для того, чтобы сосредоточиться на важном. Это дает вам энергию для роста без ущерба для стабильности. Систематизация перед масштабированием – это не просто способ защитить себя от выгорания. Это способ создать что-то, что будет работать долго. Многие люди достигают успеха, но не могут его удержать. Волнение проходит, темп становится невыносимым, и без системы, которая поддерживала бы нагрузку, они сдаются. Они путают импульс с системой. Но импульс без системы – это просто скорость, ведущая к истощению. Для стабильного успеха нужна машина, которая работает без сбоев, независимо от того, насколько вы мотивированы. Систематизация также приносит психологическую пользу. Когда вы знаете, что ваша жизнь или бизнес поддерживаются структурой, вы чувствуете себя увереннее, когда делаете смелые шаги. Вы не беспокоитесь, что одно неверное движение разрушит все. Вы доверяете своей системе. Это доверие ведет к более ясному мышлению, более последовательному выполнению задач и более спокойному внутреннему состоянию. Вместо того, чтобы пытаться угнаться за ростом, вы можете сосредоточиться на этом и действовать с намерением. Это та энергия, которая создает наследие, а не просто доход. Сопротивление систематизации часто возникает из-за убеждения, что структура ограничивает креативность или спонтанность. Но на самом деле структура защищает креативность. Она создает пространство, в котором могут процветать инновации. Когда основы автоматизированы или оптимизированы, ваш разум свободен для поиска новых идей, принятия взвешенных рисков и работы на более высоком уровне мышления. Без этой структуры вы постоянно реагируете, тушите пожары и тратите энергию на поддержание статус-кво, вместо того, чтобы расширять его. Чтобы эффективно систематизировать, начните с определения того, что вы делаете чаще всего. Это области, которые требуют надежного процесса. Посмотрите на свои еженедельные действия. Какие задачи повторяются? Какие решения вы принимаете снова и снова? Где обычно возникают задержки, путаница или перегрузка? Начните документировать свои действия. Создавайте шаблоны, объединяйте похожие задачи. Используйте инструменты не для того, чтобы усложнить работу, а для того, чтобы упростить. Это не просто занятость, это как строительство. Вы создаете инфраструктуру, на которую будет опираться ваш будущий успех. Важно понимать, что систематизация никогда не заканчивается. Она развивается по мере вашего роста. Новые задачи будут выявлять новые потребности. Поэтому создание систем – это образ мышления, а не проект. Вы всегда ищете способы усовершенствовать, упростить и улучшить. Но чем лучше ваша начальная основа, тем легче будет адаптироваться, не начиная с нуля. И чем больше вы используете системы, тем меньше вам приходится полагаться на силу воли или память, чтобы все работало. Ваша система становится вашим вторым мозгом. Она запоминает, направляет и поддерживает вас. Неудачи – это естественное желание. Хочется мечтать о большем, достигать большего, но настоящая свобода приходит не от быстрого роста, а от надежного роста. Рост, который поддерживается, устойчив и разумен. Рост, который не вредит вашему здоровью, душевному спокойствию и целям.
Когда ваши системы будут готовы, масштабирование станет не просто возможным, а неизбежным. А пока сосредоточьтесь на подготовительной работе. Создайте структуру, усовершенствуйте механизм, проложите рельсы. Потому что, когда вы будете готовы к масштабированию, вы захотите знать, что ваша система выдержит ваши амбиции. В следующей главе мы перейдем от создания и расширения к наблюдению и корректировке. Потому что, какой бы сильной ни была ваша система, ей нужна регулярная обратная связь. Вы узнаете, как настроить цикл обратной связи, разумно использовать данные и корректировать курс без ущерба для своего эго. Потому что системы не статичны, они представляют собой живые структуры, и самые мощные из них развиваются вместе с вами. Глава 14. Циклы обратной связи и корректировка курса. Каждая система, какой бы тщательно продуманной она ни была, нуждается в обратной связи. Без этого вы действуете вслепую, предполагая, что все идет по плану, хотя на самом деле это не так. Или не замечаете мелкие ошибки, которые в итоге могут привести к серьезным последствиям. Циклы обратной связи – это не роскошь, доступная только корпорациям или элитным исполнителям, они необходимы каждому, кто серьезно относится к построению своей жизни. Без системы измерения и корректировки даже самые продуманные планы становятся жесткими. Они застаиваются, теряют актуальность и в конечном итоге терпят неудачу. Обратная связь – это не оценка, это информация. Это зеркало, отражающее реальность, компас, который помогает вам двигаться в нужном направлении. Многие люди избегают обратной связи, потому что она кажется им личной. Они думают, что это оценка их способностей или компетентности. Но обратная связь, если рассматривать ее с точки зрения системного мышления, никогда не касается вашей личности. Она касается вашего процесса. Она показывает, что работает, а что нет, и где небольшие изменения могут привести к гораздо лучшим результатам. Системы процветают благодаря обратной связи. Именно так они адаптируются. Именно так они самосовершенствуются. Чем честнее и последовательнее обратная связь, тем сильнее и гибче становится ваша система. Цикл обратной связи прост по своей сути. Вы предпринимаете действия, наблюдаете за результатом, сравниваете результат с желаемым, вносите коррективы, а затем снова предпринимаете действия. Этот непрерывный цикл позволяет вашей системе развиваться в режиме реального времени. Без него вы будете действовать наугад. Вы будете полагаться на память, предположения или чувства, которые со временем теряют свою достоверность. И без обратной связи вы рискуете продолжать двигаться по неверному пути просто потому, что он вам знаком. Существует два вида обратной связи – внутренняя и внешняя. Внутренняя обратная связь исходит изнутри. Это то, что вы чувствуете, что замечаете, какую энергию вы вкладываете и с каким сопротивлением сталкиваетесь. Это когда вы понимаете, что рутина выматывает, а не заряжает энергией. Это осознание того, что привычка, которая вам когда-то нравилась, больше не соответствует вашему нынешнему состоянию. Внутренняя обратная связь – это тонкие, часто незаметные сигналы, на которые легко не обратить внимания, если вы не прислушиваетесь. Но игнорирование этих сигналов приводит к несогласованности. Если вы прислушиваетесь к ним, вы совершенствуетесь, меняете направление и двигаетесь к истине. Внешняя обратная связь поступает из внешних источников. Это данные, люди, результаты, выводы. Это то, что показывает ваш календарь относительно того, как вы на самом деле используете свое время. Это выписка из банка, которая отражает, насколько ваши расходы соответствуют вашим ценностям. Это клиент, который дает вам честную обратную связь. Наставник, который подвергает сомнению ваши предположения. Оценка эффективности, которая выявляет пробелы, которые вы не заметили. Внешняя обратная связь менее эмоциональна и более измерима. Это объективная информация, которую вы можете анализировать и на основе которой действовать. И внутренняя, и внешняя обратная связь необходимы. Вместе они формируют полную картину. Один из самых эффективных способов внедрить цикл обратной связи в вашу систему – это регулярный анализ. Еженедельный анализ – это простой, но мощный инструмент. В конце каждой недели садитесь и задавайте себе несколько важных вопросов. Что получилось хорошо на этой неделе? Что не получилось? Где я потерял концентрацию или темп? Что я могу изменить на следующей неделе? Эти вопросы задаются не для критики, а для прояснения ситуации. Они превращают смутные ощущения в конкретные выводы. Они превращают рефлексию в привычку, а не в реакцию на кризис. Ежемесячный и ежеквартальный анализ позволяют еще больше углубиться в тему. Они позволяют вам увидеть закономерности, отследить прогресс в достижении долгосрочных целей. Без этих контрольных точек легко потеряться в повседневной суете и упустить из виду общую картину. Корректировка курса возможна только тогда, когда вы делаете паузу, чтобы свериться с картой. Эти контрольные точки – ваши ориентиры. Они предотвращают отклонения. Они помогают вам убедиться, что ваши действия по-прежнему соответствуют вашим ценностям, видению и сезону. Самое важное в обратной связи – это готовность отвечать. Без корректировки обратная связь – это просто данные. Действие – вот что делает ее полезной. Если утренние ритуалы больше не заряжают вас энергией,
энергией, измените их. Если ваш финансовый план не приносит ожидаемых сбережений, пересмотрите его. Если творческий процесс вызывает у вас стресс, а не вдохновение, упростите его. Нет ничего постыдного в том, чтобы корректировать свою систему. На самом деле, отказ от корректировки часто приводит к застою. Гордость мешает получать обратную связь. Рост – это принятие обратной связи. Эго – враг эволюции. Когда ваша личность слишком сильно завязана на том, чтобы быть правым, вы упускаете возможности стать лучше. Обратная связь угрожает эго, потому что раскрывает слабости, но укрепляет систему, потому что показывает правду. Создатель системы видит в обратной связи топливо. Каждое открытие, каждая точка данных, каждый неудобный разговор – это подарок. Они показывают, где можно улучшиться. И когда вы начинаете действовать с этого места, ничего не пропадает зря. Ошибки становятся уроками, задержки становятся улучшениями в дизайне, критика становится калибровкой. Также важно осознанно подходить к источникам обратной связи. Не вся обратная связь одинакова. В интернете полно мнений, в социальных сетях шума. То, что у кого-то есть голос, не означает, что у него есть ценная информация. Выбирайте обратную связь от людей, которые понимают ваше видение, хотят, чтобы вы росли и сами построили систему. Выбирайте источники, которые дают вам четкие ответы, а не просто критику, и внимательно прислушивайтесь к ним. Мнением одного человека можно пренебречь. Последовательные сигналы, повторяющиеся со временем, заслуживают вашего внимания. Ваше окружение также можно организовать так, чтобы в нем были естественные циклы обратной связи. Визуальные подсказки, трекеры привычек, журналы достижений и регулярные контрольные точки – все это инструменты, которые помогут вам осознать свою систему. Если что-то идет не так, ваше окружение должно помочь вам это заметить. Если что-то улучшается, ваша система тоже должна отражать это. Вносите в свой график напоминания, которые будут побуждать вас остановиться и проанализировать ситуацию. Не ждите, пока что-то сломается, чтобы оценить ситуацию. Сделайте обратную связь частью своей работы. Долгосрочная польза от постоянной обратной связи и корректировки курса в том, что ваша система становится самоподдерживающейся. Вам не нужны постоянные прорывы или перезагрузки. Вам не нужно начинать все сначала каждые несколько месяцев. Вместо этого ваша система развивается постепенно и разумно. Вы вносите небольшие изменения, делаете сдвиги, и со временем эти корректировки приводят к значительному прогрессу. Это тихая сила итераций, медленного развития, постоянного совершенствования и никогда не отхода от своего истинного пути. Корректировка курса не означает слабость, это означает мудрость. Это значит, что вы обращаете внимание. Это значит, что вы цените свое видение и готовы корректировать свой путь, когда это необходимо. Системы, которые не развиваются, умирают. Они становятся жесткими, устаревшими и неэффективными. Но системы, которые принимают обратную связь, остаются живыми. Они остаются актуальными. Они становятся надежными структурами, которые поддерживают вас в любой жизненной ситуации. В следующей главе мы рассмотрим самую личную систему из всех, ту, что живет в вашем сознании. Вы узнаете, как убеждения и внутренний диалог незаметно влияют на каждое ваше решение и каждый результат, который вы создаете. Потому что даже самую идеально выстроенную систему может разрушить искаженное внутреннее повествование. И пришло время обновить и ее тоже. Глава 15. Система убеждений, которая стоит за каждым вашим действием, каждой целью, которую вы преследуете, и каждой системой, которую вы пытаетесь создать. Это тихая сила, которая либо способствует вашему прогрессу, либо мешает ему. Это ваша вера в себя. Задолго до того, как сформируется привычка или будет выполнено задание, появляется мысль. Эта мысль содержит информацию о том, кем вы себя считаете, с чем, по вашему мнению, вы можете справиться и какую жизнь вы заслуживаете. Этот внутренний монолог работает как операционная система. Большинство людей не осознают, что сценарии, которые прокручиваются у них в голове, формируют их поведение, решения и в конечном счете их будущее. Без системы убеждений, которая поддерживает рост, даже самые продуманные внешние системы будут испытывать трудности. Убеждение – это не просто уверенность в себе, это самоидентификация. Это глубокое понимание того, какой вы человек и чего вы от себя ждете. Это проявляется в мелочах. То, как вы реагируете на неудачи, как разговариваете с собой, когда что-то идет не так,
насколько готовы брать на себя ответственность за свои результаты. Люди, у которых есть сильные внешние системы, но слабые внутренние убеждения, склонны саботировать свои собственные достижения. Они колеблются, когда нужно действовать, сдаются, когда нужно продолжать, или довольствуются средним результатом, когда можно достичь большего. Дело не в их потенциале, а в их восприятии. Причина, по которой многим людям не удается поддерживать изменения, заключается в том, что их системы построены на старой идентичности. Они пытаются внедрить новые модели поведения, не меняя убеждения, которые их определяют. Они ставят цели, не веря, что они способны их достичь. Они произносят аффирмации, но тут же сомневаются в них, когда что-то идет не так. Со временем старая идентичность снова заявляет о себе, возвращая их к привычным моделям поведения. Неважно, насколько совершенна система, если история, которую вы себе рассказываете, противоречит ей, то история побеждает. Чтобы добиться долгосрочных изменений, нужно выстроить систему убеждений, которая соответствует той жизни, которую вы хотите создать. Это не значит, что нужно притворяться кем-то другим. Это значит, что нужно осознанно менять свой внутренний диалог, чтобы он отражал ваш потенциал, а не воспоминания о прошлом. Это не имеет отношения к эго или заблуждениям. Это связано с внутренней гармонией. Когда ваши убеждения соответствуют вашим целям, ваше поведение становится более последовательным, решения более четкими, а следовать системе становится легче. Вы перестаете бороться с собой и начинаете действовать с доверием. Система убеждений начинается с осознания. Начните обращать внимание на то, как вы разговариваете с собой в моменты стресса, неудач или неопределенности. Что вы говорите, когда не достигаете цели, отстаете от графика, когда что-то идет не по плану? Большинство людей по умолчанию критикуют себя или стыдятся, думая, что строгость поможет им стать дисциплинированными. Но стыд – это неустойчивое топливо. Он разрушает личность. Успех кажется случайностью, а неудача – подтверждением. А вот сильная система убеждений реагирует с любопытством и ответственностью. Она спрашивает, что произошло, чему можно научиться и что нужно изменить в следующий раз. Такой подход не снимает с вас ответственности, он просто не превращает ее в оружие. Выработка убеждений – это не разовое решение, это ежедневная практика. Так же, как вы чистите зубы или следите за своими привычками, вы должны укреплять свой внутренний диалог. Для этого не нужно часами писать в дневнике или медитировать. Это может быть так же просто, как изменить формулировку. Поймайте себя на негативном самовнушении и перефразируйте его. Я всегда говорю себе, я учусь делать это лучше. Измените это на «я могу не успевать, но я подстраиваю свой темп под свои приоритеты». Эти небольшие изменения, которые повторяются постоянно, меняют ваш внутренний сценарий. И по мере того, как меняется сценарий, меняется и ваше поведение. Еще один мощный инструмент – это доказательство. Уверенность растет благодаря повторению. Каждый раз, когда вы сдерживаете обещание, данное самому себе, вы голосуете за новую личность. Каждый раз, когда вы придерживаетесь своей системы, вы укрепляете веру в то, что вы способны, дисциплинированы и надежны. Чем больше доказательств вы собираете, тем естественнее становятся эти убеждения. Вам не нужно убеждать себя, вам просто нужно показать себя. Результаты, даже небольшие, создают доказательства. А доказательства укрепляют веру. Вам также нужно помнить о сравнении. Ничто так не подрывает веру в себя, как сравнение своего прогресса с чужими достижениями. Когда вы постоянно ищете подтверждение извне, вы теряете связь со своими внутренними показателями. Вы начинаете гнаться за чужим определением успеха, даже если оно не соответствует вашим ценностям или вашему времени. Система веры в себя требует границ. Вы должны защищать свое ментальное пространство от информации, которая подрывает ваш прогресс. Радуйтесь успехам других, не умаляя своих. Используйте вдохновение как топливо, а не как зеркало. Окружение тоже играет роль. Люди, которых вы допускаете в свою жизнь, либо укрепляют вашу веру в себя, либо подрывают ее. Проводите достаточно времени с циниками, и вы начнете сомневаться в своих амбициях. Проводите время с творческими людьми, и вы начнете воспринимать рост как норму. Вам не нужна постоянная похвала. Вам нужно быть рядом с людьми, которые ожидают от вас большего, которые вдохновляют вас и отражают ту версию вас, которой вы стремитесь стать. Ваша система убеждений будет либо укрепляться, либо подвергаться сомнению в зависимости от того, с кем вы общаетесь. Выбирайте соответственно. Также важно помнить, что вера не означает определенность. Вам не нужно знать, как все сложится. Вам просто нужно верить, что вы разберетесь.
Такая вера – это не высокомерие, это стойкость. Это спокойная уверенность в том, что даже если путь не ясен, вы будете придерживаться выбранного курса, при необходимости подстраиваться и продолжать развиваться. Эта вера, а не какие-то уловки или тактики, помогает сохранять стойкость. Одних систем недостаточно. Вера помогает им работать, даже когда мотивация ослабевает или результаты требуют времени. Вера в себя – это фундамент. Она не видна снаружи, но все остальное строится на ней. Если она слаба, это будет заметно во всех сферах жизни, отношениях, работе, здоровье, творчестве. Но когда она сильна, это создает своего рода эмоциональную гравитацию. Вы ведете себя иначе, подходите к проблемам спокойно, упорнее работаете, быстрее адаптируетесь и быстрее восстанавливаетесь. Вот почему вера так сильна. Она не просто меняет то, что вы делаете, она меняет то, как вы воспринимаете все, что делаете. В следующей главе мы перейдем от внутренней веры к внешней поддержке, а именно к тому, как создавать системы делегирования, которые освободят ваше время, расширят ваши возможности и позволят вашему видению выйти за рамки того, с чем вы можете справиться в одиночку. Потому что настоящая свобода приходит не от того, что вы все делаете сами. Она приходит от создания систем, в которых другие могут помочь вам справиться с задачами. Глава 16. Делегирование – это система, а не короткий путь. Большинство людей думают, что делегирование – это крайняя мера, к которой они прибегают, когда перегружены или слишком заняты, чтобы справиться совсем самостоятельно. Они воспринимают это как клапан для сброса давления, а не как основную систему. И передают задачи на аутсорсинг, когда что-то начинает выходить из-под контроля, вместо того, чтобы с самого начала создать систему поддержки. Такое мышление ограничивает рост. Настоящая делегированная работа – это не перекладывание ответственности и не ленивый подход. Это стратегическая структура. Это продуманный выбор. Делегирование, если оно сделано правильно, не означает избавление от работы. Это означает увеличение возможностей и создание рычагов управления в вашей системе. Поначалу кажется, что делать все самому – это благородно, это создает ощущение контроля, своего рода тихой гордости за то, что ты способен, независим и вовлечен во все детали. Но со временем этот контроль превращается в узкое место. Ты становишься причиной замедления работы. Ты становишься системой, и система перестает быть устойчивой. Энергия уходит не на саму работу, а на то, что тебе приходится ею управлять. Ты начинаешь путать занятость с важностью. Ты носишь усталость как знак отличия, забывая, что свобода была причиной, по которой ты начал создавать системы. Переломный момент наступает, когда ты перестаешь думать о делегировании как о передаче работы и начинаешь думать о нем как о создании механизма, который может работать без тебя. Делегирование – это не снятие ответственности. Это перераспределение ответственности таким образом, чтобы сделать твое видение более масштабным. Когда ты делегируешь с ясностью и намерением, ты не просто получаешь помощь, ты создаешь структуру, в которой другие могут вносить значимый вклад в достижение общей цели. Ты не просто перекладываешь задачи. Ты строишь доверие, развиваешь людей и укрепляешь свои основные системы. Ключ к эффективному делегированию – это системы. Без систем делегирование приводит к хаосу. Ты не можешь делегировать задачу и ожидать, что она будет выполнена. Ты не можешь делегировать ответственность, не указав сроки, контекст и не ожидая, что работа будет выполнена качественно. Делегирование начинается с документирования того, что ты делаешь, зачем ты это делаешь и как это делается. Это включает в себя все, от повседневных операций до редких задач, которые все равно играют важную роль в поддержании темпа работы. Системы создают повторяемость. Повторяемость создает уверенность. Доверие позволяет вам делегировать полномочия. Но делегирование – это самая сложная часть. Люди сопротивляются делегированию, потому что это кажется им потерей контроля. Они боятся, что никто другой не будет так же заботиться об этом, выполнять так же точно или понимать нюансы, и это может быть правдой на начальном этапе. Но совершенство – это не цель. Цель – это прогресс. Вы делегируете полномочия не потому, что кто-то другой может сделать это точно так же, как вы. Вы делегируете полномочия, потому что эта задача не требует вашего уникального внимания или энергии. Ваше внимание должно быть направлено на принятие решений, отношения, творчество и стратегию. Это то, что можете делать только вы. Все остальное можно и нужно систематизировать и разделить между другими. Делегирование также требует четкого общения. Если ваши инструкции расплывчаты, неполны или поспешны, не ждите стабильных результатов.
Четкость – это проявление доброты. Когда вы делегируете полномочия, объясните контекст, ожидания и причину, по которой задача важна. Предоставьте ресурсы, сроки и ожидаемые результаты, не только шаги, но и конечный результат. Когда человек понимает не только, что нужно делать, но и почему это важно, он больше вовлекается в процесс. Он больше заботится о результате. Вот тогда делегирование перестает быть просто передачей задачи и становится совместной работой. Вам также нужно включить обратную связь в систему делегирования. Недостаточно просто дать задание и исчезнуть. Проверяйте, не вмешиваясь, предлагайте поддержку, не контролируя каждый шаг. Позвольте людям расти в своих ролях. Оставляйте место для ошибок, обучения и совершенствования. Цель не в том, чтобы передать задачу один раз. Цель в том, чтобы создать цикл, в котором работа выполняется, анализируется и совершенствуется со временем. Это укрепляет доверие в обоих направлениях. Вы доверяете им выполнение задачи, а они доверяют вам поддержку. Делегирование не ограничивается командами или бизнесом, оно применимо во всех сферах жизни. Домашние дела можно систематизировать и разделить между членами семьи. Поручения можно автоматизировать или передать другим. Творческую работу можно выполнять с помощью виртуальных ассистентов, редакторов или коллег. Делегирование – это создание системы поддержки, которая позволит вам сосредоточиться на том, что у вас получается лучше всего. Если вы постоянно занимаетесь рутинной работой, у вас никогда не будет возможности для роста. Но если вы эффективно делегируете задачи, вы сможете сосредоточиться на самом важном. Одно из самых недооцененных преимуществ делегирования – это экономия времени. Когда вы пытаетесь все делать самостоятельно, ваш мозг перегружается. Вы постоянно думаете о том, что нужно сделать, что уже давно пора сделать и что вы упускаете. Делегирование освобождает ваше время. Это позволяет вам думать, планировать, отдыхать и руководить. Это превращает хаос в порядок. Это превращает беспорядок в ясность. А ясность, в свою очередь, влияет на вашу работу, отношения и энергию. Чтобы начать делегировать задачи, составьте простой список. Перечислите все, чем вы сейчас занимаетесь, от самых простых задач до самых сложных. Затем определите, что требует вашего личного внимания, а что нет. Будьте честны, многие задачи кажутся важными просто потому, что вы привыкли их выполнять. Спросите себя, требуют ли эти задачи ваших уникальных навыков, знаний или решений. Если нет, то их можно делегировать. Затем определите возможные каналы для делегирования. Это могут быть члены команды, подрядчики, поставщики услуг, инструменты автоматизации или платформы для совместной работы. Выбирайте то, что проще и надежнее. Вам не нужно самое продвинутое решение, вам нужно то, которое подходит для вашей текущей системы и не вызывает трудностей. Сначала начните передавать низкоприоритетные задачи, которые нужно выполнять часто. По мере укрепления доверия и совершенствования систем постепенно расширяйте их. Документируйте все, чтобы потом было проще передавать задачи другим. Вы не просто передаете работу на аутсорсинг, вы создаете актив, который работает без вас. Помните, что делегирование – это навык, и ему нужно учиться. С первого раза у вас не получится сделать все идеально, но чем больше вы будете это делать, тем естественнее у вас будет получаться. Вы научитесь лучше общаться, четче формулировать ожидания, создавать системы, которые помогают другим людям добиваться успеха. Со временем делегирование перестанет быть чем-то, чего вы избегаете, и станет тем, на что вы можете положиться. Это станет основой вашей системы, и с каждой задачей, которую вы делегируете, у вас будет больше времени и энергии для принятия решений более высокого уровня. Делегируя задачи, вы создаете жизнь, которая выходит за рамки ваших возможностей. Вы создаете рычаги воздействия, не работая больше, а создавая систему, которая использует сильные стороны других людей. Вы говорите «да» росту, не говоря «да» истощению. Это основа изобилия. Это не значит, что вы делаете все, это значит, что вы делаете правильные вещи, опираясь на помощь других людей, используя системы, которые делают процесс устойчивым. В следующей главе мы поговорим о том, что делать, когда ваша система дает сбой. Потому что даже самые продуманные структуры в конечном итоге ломаются под давлением, сложностью или изменениями. И то, как вы отреагируете в такие моменты, определит, была ли ваша система временным решением или основой для чего-то лучшего. Глава 17. Когда система дает сбой, обновите ее. Каждая система, какой бы продуманной она ни была, в конечном итоге сталкивается с трудностями. Иногда это происходит медленно, с небольшим снижением эффективности или нарастающим чувством усталости. Иногда это происходит резко.
упущенная возможность, кризис или полный крах. В такие моменты важно не то, что ваша система дала сбой. Важно то, как вы реагируете. Потому что системы не предназначены для того, чтобы быть постоянными, они предназначены для развития. Когда система дает сбой, это не значит, что вы потерпели неудачу. Это сигнал о том, что что-то нужно изменить. Если вы воспринимаете сбой как конец, то упускаете возможность улучшить систему. Но если вы воспринимаете их как часть процесса, то сможете найти способ сделать систему более надежной, эффективной и согласованной. Самая распространенная ошибка, которую совершают люди, когда система дает сбой, это винить себя вместо того, чтобы изучить структуру. Они воспринимают сбой как личную слабость. Они думают, что просто были недостаточно дисциплинированными, мотивированными или сосредоточенными. Но правда в том, что большинство сбоев происходит из-за структуры, а не из-за личных качеств. Система не выдержала давления, темпа или сезона. Условия изменились. Требования выросли, вводные данные изменились, и привычный распорядок уже не подходит. Это не слабость, это обратная связь. И если вы прислушаетесь, то поймете, что делать дальше. Развитие – это то, что разрушает системы. По мере вашего развития ваша жизнь становится сложнее, ваши обязанности меняются, ваши цели становятся более масштабными и детальными. Системы, которые раньше казались мощными, начинают ограничивать. Это не проблема, это прогресс. Но если вы цепляетесь за систему, которая уже не приносит пользы, вы превращаете силу в слабость, заставляете себя придерживаться устаревших методов, придерживаетесь рабочих процессов, которые больше вам не подходят, или пытаетесь приспособить статичную структуру к динамичной жизни. Системы должны быть живыми, а не памятниками прошлому. Когда система начинает давать сбой, первое, что нужно сделать, это не паниковать и не пытаться все исправить, а остановиться и оценить. Посмотрите, что больше не работает. Будьте честны, где возникают проблемы? Что кажется вам тяжелым, неэффективным или несогласованным? Где вы тратите энергию только на поддержание базовых функций? Часто нужно менять не всю систему, а один ее уровень, одну привычку, один процесс. Вам не нужно начинать с нуля. Вам нужно начать с правды. Обновление системы означает настройку входных данных, изменение структуры и иногда переписывание правил. Возможно, временной блок, который раньше помогал вам сосредоточиться, теперь не соответствует новому распорядку дня. Возможно, структуру делегирования нужно изменить. Возможно, ваш календарь больше не отражает ваши текущие ценности. Возможно, утренние ритуалы, которые раньше помогали вам сосредоточиться, теперь кажутся вам обязанностью. Системы не священны. Их цель – служить вам, а не ограничивать вас. Когда они перестают вам помогать, их нужно обновить. Один из самых важных вопросов, который вы можете задать себе во время кризиса: чему это пытается меня научить? Системы ломаются не просто так, они ломаются под давлением изменений, и эти изменения пытаются показать вам, как вы изменились, что вы переросли или чего избегаете. Возможно, вам нужно перестать контролировать ситуацию. Возможно, вам нужно попросить о помощи. Возможно, вы цепляетесь за уровень продуктивности, который больше не способствует вашему благополучию. Когда вы прислушиваетесь к тому, что пытается сказать вам система, путь вперед становится яснее. Также важно отделять эмоциональную реакцию от структурного анализа. Разочарование, усталость и растерянность – это нормальные чувства, но они не помогут вам в перестройке системы. Используйте их как сигналы, а не стратегии. Сделайте шаг назад, посмотрите на систему со стороны. Если бы этой системой управлял кто-то другой, что бы вы посоветовали ему исправить? Какая часть системы слишком сложна? Что нужно автоматизировать, делегировать или полностью исключить? Часто обновление заключается не в том, чтобы делать больше, а в том, чтобы упростить, прояснить и оптимизировать. Люди, которые создают устойчивые системы, не избегают неудач. Они их предвидят. Они создают гибкие системы. Они оставляют место для пересмотра и изменений. Они не путают структуру с жесткостью. Наши системы подобны живым организмам, способным адаптироваться, восстанавливаться и становиться сильнее со временем. Эта способность к адаптации – настоящая сила. Именно она отличает краткосрочные проекты от долгосрочных систем.
Когда вы ожидаете обновления, неудачи становятся частью стратегии. Сбои – это еще и проверка на прочность. Они показывают, насколько вы преданы процессу. Если вы бросаете дело, как только что-то перестает работать, значит вы гонитесь за удобством, а не за долгосрочным результатом. Но если вы проявляете настойчивость, задаете правильные вопросы и стремитесь к улучшению, вы создаете импульс даже перед лицом неудач. Вы доказываете себе, что ваш прогресс не зависит от совершенства, а зависит от упорства и продуманности. В моменты сбоев не замыкайтесь в себе. Системы часто дают сбой незаметно, пока не сломаются окончательно. Поговорите с кем-нибудь, расскажите, что происходит, позвольте другим увидеть ваши слабые места. Часто кто-то извне может заметить проблему раньше вас. Их точка зрения поможет вам выявить ненужную сложность или предложит решения, которые вам не приходили в голову. Вам не нужно все делать в одиночку. Лучшие системы часто создаются благодаря сотрудничеству, итерациям и общему пониманию. Оценки – это не просто исправление. Это возможность интегрировать все, чему вы научились. Когда вы будете создавать что-то новое, используйте свою мудрость в процессе. Возможно, теперь вы лучше понимаете свои энергетические циклы. Возможно, вы разработали новые инструменты, навыки или границы. Возможно, вы избавились от перфекционизма и готовы создать что-то более устойчивое. Используйте этот рост, чтобы создать систему, которая подходит вам сейчас, а не тогда, когда вы ее создавали в первый раз. И помните, если что-то хорошо работало в течение какого-то времени, это не значит, что так будет всегда. Жизнь движется в определенном ритме. Системы тоже должны двигаться в определенном ритме. Вам придется подстраиваться снова и снова по мере того, как меняются ваши цели, приоритеты и видения. Это не провал. Это работа. Это процесс осознанной жизни, созидания и отказа от того, чтобы прошлое определяло ваше будущее. Когда система дает сбой, у вас есть два варианта. Вы можете продолжать держаться за то, что больше не работает, и надеяться, что это снова заработает, или вы можете подняться, перестроить и создать что-то лучшее. Второй вариант всегда ведет к росту. Это может быть некомфортно, но это создает возможности, ясность и укрепляет вашу уверенность в способности справляться со сложностями. В следующей главе мы рассмотрим, как перенести эту уверенность в будущее не как в конечную цель, а как в развивающуюся систему. Потому что ваше будущее не ждет, пока вы его найдете, оно ждет, пока вы его создадите. И то, что вы создадите сейчас, либо ограничит вас, либо откроет новые возможности. Глава 18. Ваше будущее – это развивающаяся система. Будущее – это не загадка, которую нужно разгадать, это система, которую нужно сформировать. Самая большая иллюзия, которая мешает людям двигаться вперед, это представление о том, что будущее – это нечто, что происходит с ними, что оно находится вне их контроля, что оно зависит от удачи, времени или внешней оценки. Но правда гораздо более вдохновляющая. Ваше будущее не ждет разрешения, оно ждет структуры. Оно не появляется случайно. Оно формируется теми системами, которые вы создаете сегодня, привычками, которые вы поддерживаете, и ценностями. Будущее не появляется в один день как подарок. Оно возникает как закономерность, как результат вашего текущего дизайна. Когда вы это понимаете, вы перестаете жить реактивно, перестаете ждать подходящего момента, правильной мотивации или идеальной возможности. Вы начинаете осознавать, что самый надежный способ предсказать свое будущее – это изучить свои текущие системы. Если они хаотичны, непоследовательны или не согласованы, то и ваше будущее будет таким же. Если же они целенаправлены, воспроизводимы и основаны на ясности, то ваше будущее становится тем, на что вы можете влиять и улучшать. Система всегда говорит. Она говорит вам, что вы создаете, осознаете вы это или нет. Будущее, созданное по умолчанию, формируется под влиянием отвлекающих факторов, срочности и ожиданий других людей. Оно отражает самый громкий шум, а не самую глубокую истину. Но будущее, созданное по плану, идет другим путем. Оно создается изнутри, формируется постепенно и совершенствуется с каждым решением. Прелесть будущего, построенного с помощью систем, в том, что оно не зависит от силы воли или удачи. Оно зависит от согласованности. Вы создаете структуру вокруг того, что цените больше всего, и верите, что эта структура поможет вам двигаться вперед. Такой подход требует отказаться от мифа о внезапных переменах. Изменения происходят не мгновенно. Они происходят постепенно благодаря последовательной структуре. Люди говорят о прорывах, но прорывы обычно являются результатом сотни мелких действий, совершаемых постепенно. Вам не нужно видеть все будущее целиком, чтобы начать.
Вам просто нужно создать систему, которая поддержит следующий шаг, а затем еще один и еще один. Со временем результат будет выглядеть как движение вперед, но ощущаться как ясность. Самые мощные результаты достигаются не благодаря идеальному видению, а благодаря адаптивным системам. Потому что ваши цели будут меняться, ваши ценности будут углубляться, ваш жизненный этап будет меняться, и ваша система должна быть способна развиваться вместе с вами. Жесткость ломается под давлением, но гибкие системы приспосабливаются. Они подстраиваются под вашу энергию, окружение, ваши возможности. Они не загоняют вас в рамки успеха, которые вам уже не подходят. Они оставляют место для развития. Система, которая поддерживает ваше будущее, включает в себя множество аспектов. Она включает в себя структуру для вашего времени, да, но также и для вашего обучения, творчества, отношений, здоровья. Каждая часть вашей жизни либо подпитывает, либо истощает остальные. Не бывает такого, чтобы в одной сфере все было хорошо, а в остальных полный развал. Если ваш успех требует от вас слишком много сил, энергии или разрушает ваши отношения, это не успех. Это дисфункция. Цель не в том, чтобы выигрывать в одной области. Цель в том, чтобы создавать системы, которые поддерживают целостность во всех сферах. Это не значит, что все должно быть идеально или сбалансировано всегда. Баланс — это динамичное, а не статичное понятие. В одни сезоны от вас потребуется больше усилий на работе, в другие — в семье, в вопросах здоровья или отдыха. Смысл не в том, чтобы быть равным, а в том, чтобы быть целеустремленным. Чтобы знать, почему вы делаете тот или иной выбор, и убедиться, что ваши системы поддерживают этот выбор, а не подрывают его. Так создается будущее. Не с помощью фантазий, а с помощью структуры, которая отражает ваши меняющиеся приоритеты. Система, которую вы создаете для своего будущего, также включает в себя то, как вы справляетесь с неудачами. Будут задержки, ошибки и неверные решения. Но если ваша система включает в себя анализ, корректировку и обучение, эти неудачи станут частью вашего движения вперед. Вам не нужен идеальный путь. Вам нужен путь, который будет вас поддерживать. Когда вы относитесь к своему будущему как к развивающейся системе, вы перестаете ждать, что все получится с первого раза. Вы начинаете верить, что сможете двигаться вперед, что бы ни случилось. Вы также начинаете мыслить категориями систем влияния. Люди, с которыми вы общаетесь, информация, которую вы получаете, разговоры, в которых участвуете. Все это формирует ваше будущее. Если ваша система включает в себя постоянное развитие, вызовы и поддержку, вы двигаетесь вперед, не прилагая к этому особых усилий. Вы начинаете видеть возможности, которые упустили бы в другой среде. Вы начинаете принимать решения, исходя из видения, а не из необходимости, и постепенно будущее, о котором вы когда-то мечтали, становится для вас нормой. Одного видения недостаточно. У всех есть мечты, амбиции, желания. Но не все создают системы, которые поддерживают эти желания. Желать — это не значит создавать. Надеяться не значит планировать. Вы должны быть готовы воплотить свое видение в жизнь. Какие ежедневные привычки помогают вам двигаться к будущему, над которым вы работаете? Какие границы защищают ваше внимание? Какие структуры предотвращают усталость от принятия решений и эмоциональное выгорание? Без этих слоев ваше будущее так и останется в воображении. Процесс построения будущего также включает в себя умение жить с неопределенностью. Нет никаких гарантий, вы не можете контролировать результат, только действия. Но система дает вам нечто большее, чем уверенность. Она дает вам направление. Это помогает вам двигаться вперед, даже когда путь не ясен. Это помогает вам продолжать действовать, когда внешние награды еще не получены. Это дает вам повод оставаться на земле, потому что сама работа имеет смысл. В этом разница между погоней и строительством. Погоня выматывает. Строительство дает силы. В конце концов, ваша система становится формой доверия к себе. Вы перестаете сомневаться, достаточно ли вы делаете, на правильном ли вы пути, не отстаете ли вы. Вы начинаете доверять процессу. Потому что процесс реален. Вы видите его, вы живете в нем. Вы знаете, что будущее — это не что-то отдельное от настоящего, оно встроено в него. Каждое ваше решение — это голос в пользу той жизни, которую вы создаете. Каждый слой, который вы добавляете, укрепляет конструкцию. Каждая доработанная система становится мостом к следующему этапу. В этом суть изобилия. Это не джекпот, который вы можете выиграть. Это система, которую вы создаете. Система, которая превращает ваши ценности в действия, ваши действия в результаты, а ваши результаты в будущее, отражающее самое важное. Это не то, что вы находите, это то, что вы создаете.
Шаг за шагом. В следующей главе мы рассмотрим, что значит полностью доверять системе не только в процессе ее создания, но и в том, чтобы позволить ей работать. Потому что последний этап мастерства – это не усиление контроля, а понимание, когда нужно сделать шаг назад и позволить системе работать так, как она была задумана. Глава 19. Создайте систему, а затем сделайте шаг назад. Последний тест системы – может ли она работать без постоянного контроля. Большинство людей строит с напряжением, держась за каждый рычаг и следя за каждым результатом, боясь, что если они отвлекутся, все развалится. Но контроль – это не цель создания систем. Цель – свобода. Вы создаете систему не для того, чтобы контролировать ее, а для того, чтобы доверять ей. В какой-то момент вам нужно перестать контролировать процесс и сделать шаг назад. Отпустить не значит отказаться от ответственности. Это значит признать, что хорошо спроектированная система должна работать с минимальным трением. Вы делаете всю работу заранее. Вы определяете структуру, оптимизируете процесс, создаете автоматизацию, распределяете задачи и выстраиваете систему обратной связи. Затем вы тестируете, пересматриваете и корректируете. Как только все элементы на своих местах, вы позволяете системе делать то, для чего она предназначена, поддерживать динамику, приносить результаты и направлять вас, пока вы сосредоточены на более высоких уровнях мышления. Многие люди застревают между созданием и контролем. Они строят что-то прочное, но не доверяют этому. Они сомневаются. Они слишком много думают, бесконечно что-то меняют. Они прерывают процесс, потому что привыкли прикладывать усилия. Их учили, что усердная работа – это доказательство ценности, поэтому, когда система начинает работать без них, они паникуют. Они путают спокойствие с ленью, доверие с беспечностью. Но правда в том, что главный критерий для строителя – это его способность отойти от машины и знать, что она будет работать. Отступить не значит отстраниться, это значит сменить роль. Вы становитесь управляющим, а не техником. Вы переходите от действий к руководству, от реакции к наблюдению. Вы держите руку на пульсе, но вам больше не нужно нажимать на каждую кнопку. Вы реагируете, когда нужно, и подстраиваетесь, когда это уместно, но ваше присутствие не обязательно для работы системы. Это позволяет вам масштабироваться, расти, отдыхать и внедрять инновации. Потому что вы больше не заперты в своем творении, вы можете исследовать, что будет дальше. Когда вы отступаете, вы создаете пространство для творчества, восстановления и понимания. Постоянная активность может притупить ваше видение. Если вы всегда находитесь внутри системы, вам сложнее заметить, что нужно улучшить, но если вы отступите, то сможете увидеть картину в целом. Вы начнете замечать закономерности, слабые места и новые возможности. Вы обретете ясность не за счет дополнительных действий, а за счет того, что позволите созданной вами структуре работать. Это пространство становится источником силы, позволяющей вам действовать с меньшими усилиями и большим влиянием. Это особенно важно, если в вашей системе задействованы другие люди. Доверие заразительно. Когда вы отказываетесь отступать, вы даете понять своей команде, коллегам или семье, что вы не верите, что система будет работать без вас. Это вызывает беспокойство и зависимость. Но когда вы даете людям возможность действовать самостоятельно, когда вы доверяете структуре, в создании которой вы все участвовали, вы даете им свободу. Вы показываете, что система существует не ради вас, а ради миссии. И когда люди верят в эту систему, они берут на себя ответственность, вносят свой вклад и становятся частью чего-то устойчивого. Конечно, чтобы отступить, нужно быть осознанным. Нужно понимать, когда ваше участие помогает, а когда мешает. Нужно понимать разницу между лидерством и контролем. Лидерство создает ясность, а затем отступает. Контроль создает напряжение и требует микроменеджмента. Нужно быть скромным, чтобы признать, что система может работать без вашего постоянного участия. Нужно быть смелым, чтобы поверить, что вашей предыдущей работы достаточно. Но это награда за хорошо построенную систему, свобода, заработанная благодаря структуре. Всегда будет искушение вмешаться, особенно когда что-то идет не так, особенно когда результаты не видны сразу. Но стойкость приходит с самоконтролем. В каждой системе бывают сбои. Не каждый сбой требует вашей реакции.
Позвольте системе справиться с проблемами. Пусть цикл обратной связи делает свою работу. Вмешивайтесь только при необходимости. Чрезмерная реакция приучает систему зависеть от вас. Самоконтроль учит систему самокорректироваться. Это превращает умную структуру в самоподдерживающуюся. Этот принцип применим и к личным системам. Если вы выработали привычки, распорядок дня или ритм, которые способствуют вашему развитию, не подрывайте их, постоянно сомневаясь в каждом шаге. Пусть рутина идет своим чередом, пусть процесс идет своим ходом. Не сбивайтесь с ритма из-за нетерпения. Если система отлажена, последовательна и адаптируема, результаты будут пусть не сразу, но предсказуемо. Доверьтесь этому ритму. Доверьтесь тому, что вы создали. Отступление также укрепляет вашу личность. Это показывает, что вы перешли от человека, который стремится к прогрессу, к человеку, который его создает. Это доказывает, что ваша ценность не в том, сколько вы работаете, а в том, насколько хорошо вы все продумываете. Это означает переход от исполнителя к архитектору, от пожарного к системному разработчику. Это один из самых мощных психологических сдвигов, которые вы можете совершить. Осознание того, что настоящая сила заключается в стабильности, а не в силе. Тем не менее, отступление не означает, что вы уходите навсегда. Системы требуют периодического обновления, они развиваются вместе с вами, но это обновление должно быть осознанным, а не вызванным неуверенностью. Устанавливайте регулярные сроки для оценки, доработки и перенастройки. Еженедельные проверки, ежемесячные размышления, ежеквартальные корректировки. Эти контрольные точки поддерживают вашу систему в рабочем состоянии, не заставляя вас заниматься повседневными делами. Вы не уходите. Вы ведете дела с более высокой позиции. Эта глава, как никакая другая, посвящена капитуляции. Не пассивной, а стратегической. Речь идет о том, чтобы понять, когда работа выполнена и когда дополнительная работа только помешает. Речь идет о том, чтобы уважать свою систему, давая ей возможность работать. И речь идет о том, чтобы уважать себя, позволяя себе свободу, которую дает ваша структура. Вы создали систему не для того, чтобы жить в ней, как в тюрьме. Вы создали ее, чтобы выйти за ее пределы и при этом быть уверенным, что она будет выполнять то, для чего вы ее создали. Вот где живет покой, в пространстве между усилием и доверием. В промежутке между действием и позволением, в спокойной уверенности строителя, которому больше не нужно ничего доказывать, потому что его творение говорит само за себя. В последней главе мы поговорим о том, что значит жить как бесконечный строитель, как человек, который никогда не останавливается в развитии, который видит системы не как замкнутые пространства, а как платформы для строительства. Потому что это путешествие не достижение статичного результата, а о жизни в состоянии непрерывного созидания, подпитываемого ясностью, согласованностью и системами, которые поддерживают вас всю жизнь. Глава 20. Живите как создатель систем. Цель не в том, чтобы просто создать систему, а в том, чтобы стать человеком, который их создает. Потому что системы не только служат вам, но и формируют вас. Процесс создания структуры, выстраивания привычек, управления энергией и жизни с ясностью меняет ваше мышление, работу и взаимодействие с миром. Система – это не конец, а начало. И как только вы поймете, как ее создать, вы перестанете ждать, что жизнь сама все сделает за вас. Вы станете создателем систем, человеком, который не гонится за результатами, а создает условия, в которых они появляются. Жить как создатель систем значит смотреть на жизнь через призму структуры и устойчивости. Вы перестаете искать волшебные решения. Вы перестаете реагировать на каждое изменение в эмоциях или обстоятельствах. Вы начинаете задавать правильные вопросы. Какая система создает этот результат? Какой структуры не хватает? Какой слой нужно укрепить? Это изменение мышления, которое меняет все, от того, как вы ставите цели, до того, как вы реагируете на неудачи. Вы понимаете, что за каждым стабильным результатом стоит повторяющийся процесс. Если вы хотите добиться новых результатов, не нужно заставлять себя. Нужно выстроить новый процесс. Такой образ жизни избавляет от необходимости постоянно напрягаться. Вы перестанете изнурять себя, пытаясь добиться кардинальных перемен. Вы станете тем, кто доверяет медленному, но стабильному росту, потому что вы видели, как это работает. Вы видели, как привычки, которые вы поддерживаете, время, которое вы используете с умом, энергия, которую вы сохраняете благодаря границам, и решения, которые вы принимаете с ясностью, дают свои плоды. Вы перестанете восхищаться внезапными прорывами и начнете уделять внимание повседневной жизни, которая хорошо спланирована. Вы будете строить постепенно, с определенной целью, развиваться благодаря размышлениям. Это также означает, что вы перестанете перекладывать ответственность на других. Вы перестанете ждать, что
кто-то другой спасет вас, откроет вас, подтвердит ваш потенциал. Создатели систем понимают, что их будущее зависит от них самих. Никто не придет их спасать, и никому это не нужно. Потому что у них есть инструменты, ясность, структура, доказательства того, что усилия, согласованные с процессом, приносят результаты. Когда что-то идет не так, они делают паузу, оценивают, корректируют и продолжают. Их сила не зависит от удачи или времени. Она зависит от их способности строить, совершенствовать и перестраивать. Жизнь в стиле создателя систем также меняет ваше отношение ко времени. Вы перестаете спешить. Вы понимаете, что спешка часто приводит к ошибкам, а нетерпение может разрушить то, что было бы создано благодаря последовательности. Вы начинаете больше присутствовать в своей работе, потому что больше не нуждаетесь в немедленном одобрении. Вы доверяете созданному вами ритму. Вы появляетесь на работе, выполняете свои обязанности и позволяете времени делать свое дело. Как ни странно, такой образ мыслей часто приводит к более быстрым результатам не потому, что вы прилагаете больше усилий, а потому что вы уменьшаете сопротивление и избегаете обходных путей. Вы также начинаете создавать системы в других сферах своей жизни. Сначала это может быть связано с производительностью, здоровьем или финансами, но со временем мышление системного строителя проникает во все сферы. Вы начинаете формировать свой режим отдыха, общение с другими людьми, обучение, восстановление. Вы перестаете воспринимать разные сферы своей жизни как отдельные. Вы начинаете видеть их как взаимосвязанные части большой экосистемы. И вы понимаете, что гармония в этой системе создает мир, силу и прогресс. Жить как системный строитель значит быть самим собой. Вы больше не пытаетесь стать кем-то другим. Вы создаете свою версию себя, которая полностью соответствует вашим ценностям, целям и жизненному этапу. Эта идентичность становится вашим ориентиром. Она влияет на ваши привычки, распорядок дня, решения. Вы перестаете спрашивать себя, что мне делать сегодня, и начинаете спрашивать, что бы выбрал я, будучи системным строителем. Это меняет ваше отношение к действию. Вы перестаете действовать под давлением и начинаете действовать в соответствии со своими принципами. Такой образ жизни не избавляет от эмоций, но дает вам нечто более сильное, чем настроение. Он дает вам ритм. Он дает вам опору. Когда мотивация падает, ваша система поддерживает вас. Когда закрадываются сомнения, ваша структура напоминает вам, кто вы. Когда что-то идет не так, вы не начинаете с нуля. Вы вносите коррективы в уже существующую сильную систему. Вы начинаете понимать, что мастерство – это не отсутствие борьбы. Это способность продолжать развиваться, преодолевая трудности, не теряя при этом своего видения. Системные строители не перфекционисты. Они не стремятся к безупречному исполнению. Они стремятся к ясности, согласованности и прогрессу. Они знают, что идеальных систем не существует, есть только развивающиеся. И они не боятся развиваться. Они не боятся задавать новые вопросы, пробовать новые инструменты, перестраивать то, что больше не работает. Они никогда не боятся что-то менять в своей работе, потому что они не привязаны к методам, они привязаны к результатам, которые имеют значение. И они знают, что верность результатам означает гибкость в структуре. Им не нужно быть самыми умными или талантливыми, им просто нужно быть последовательными. Это тихая суперсила создателей систем. Они не полагаются на свой талант. Они полагаются на повторяемость правильных решений, принятых заранее. Их креативность процветает, потому что они берегут свое время и энергию. Их здоровье улучшается, потому что они придерживаются режима. Их финансы растут, потому что они действуют осознанно. Их отношения становятся глубже, потому что они создают пространство для присутствия. Все это вытекает из систематизированного выбора. Жизнь создателя систем не яркая. Она не строится на постоянной спешке или аплодисментах публики, но она основательно, надежна и свободна, потому что не зависит от внешнего признания или хаотичных усилий. Она строится на спокойной дисциплине проектирования. Жизнь создателя не выглядит драматичной со стороны, но со временем она становится необыкновенной. Потому что это редкость. Редкость видеть человека, живущего в гармонии, редкость видеть человека, который не просто ставит цели, но создает среду, в которой эти цели становятся неизбежными. И, возможно, самое главное, создатель систем никогда не перестает строить. Всегда есть еще один слой, еще одна доработка, еще одна версия будущего, которую нужно исследовать. Это практика на всю жизнь, а не временное решение.
Вы не создаете одну систему и не останавливаетесь на этом. Вы продолжаете спрашивать себя, что будет дальше. Вы продолжаете строить, не потому что вы несовершенны, а потому что вы преданы своему делу. Вы преданы делу создания жизни, которая поддерживает ваши ценности, отражает ваш рост и раскрывает ваш потенциал. Вот в чем суть. Жить не как тот, кто гонится за результатом, а как тот, кто его создает. Перестать реагировать на жизнь и начать ее формировать. Жить целенаправленно, без извинений. Перестать доказывать и начать строить. Перестать ждать и начать проектировать. Потому что ваше будущее – это не загадка, это система, и план у вас в руках.